Всем привет! Внезапнейший Genshin Impact, потому что я выяснил, что из-за этого квеста я не могу сливать смолу, я не могу проходить дейлики, я не могу ничего. Также я не прохожу БП, а это плохо, потому что я на него забил какое-то время, потому что он всегда быстро заполнялся. А здесь осталось 5 дней, а мне еще нужно вот сколько. Поэтому мне нужно быстренько пройти, чтобы я вне стримов мог продолжать активность. Вечер. Мика, что это такое? Привет. Вот, поэтому мы сейчас быстренько закончим. Плюс здесь появился эвент новый. Мяч под ритмы Цетли. Мецли, не знаю. Однажды вы с Паймом получаете восторженное приглашение от Муалани посетить новую музыкальную вечеринку народно-родников. Я так понимаю, я туда не приду. Ну да. О, господи, где это? Все, ладно, забейте. Это не что-то, это кто-то, тетя Мика, я понял. Извините. Рокси, привет. Genshin зависимый салам. Ну что, давайте начнем. Давайте быстренько с этим разберемся, что там с нами происходит. Напомню, в прошлой серии Ита сломал барьер, и мы решили в него все пойти. Ита оставили здесь Шинобу, она за ним присматривает. В этот барьер наложила Яньфэй, и здесь черепки появляются. Или что это? Нет, это иероглифы. Вот. Давайте двинем. Добрый вечер, внезапно, но приятный. Я рад. Вот этот разлом он сломал. Он пробил кулаком. Отправляйтесь в племя... Ой, каких народа родников? Прекрати, играешь нечаянно. Вот это? Шахты получили разрешение на добычу полезных скоропай в родом. Катерина направила вас одному из них. Странности, конец пути. Войдите в новое подземелье, вот. После встречи Сяо, да, это оно. Давайте прочитаем. Освежим память. После встречи с Сяо все начинают обсуждать странные и пугающие вещи, с которыми они столкнулись под землей. Сяо предлагает план, но Елань решительно ему противится. В разгар споров Ита делает смелый шаг. Вперед новый путь, открытый Ита, и все решают оставить споры, чтобы открыть правду об этом месте и найти выход. Вот. Метапривяу. Хога, привет. Все. Куда мы идем? Подожди, а почему не в дырочку? В дырочку. О, окей. Можно я тогда сейчас попью попутно? Данжик. А почему мне не пишет рекомендуемый отряд? Ну ладно. Я все равно его не поменял, какая разница. Так. Что это? Как странно и необычно. Та круглая пластина. Пластина, неужели это и есть магический компас? Небольшой ли он? Даже кухонный котел меньше будет. Он больше, чем мы все вместе взятые. Получше у тебя сравнение не нашлось? Он просто огромный. Похоже, наши догадки были верны. Чутье консультанта подсказывает мне, что нужное нам сокровище действительно перед нами. Но мистический компас оказался таким огромным. Как мне доставить его обратно на работу? Так, не будем опускать руки. Путешественницы, давай сперва обыщем окрестности. А где остальные? Эй, это похитители сокровищ? Откуда они здесь? Больно знакомо они выглядят. Точно, я же уже встречала их несколько дней назад. Что, драться не... блин. Яньфэй! Какая Яньфэй? Прекратите! Где мой отряд? Алло. Ну ладно. А почему Яньфэй? Где хотя бы ГГ? Она просто смотрит, как Яньфэй дерется? Серьезно? Так, приветствую ведущего и зрителей. Рома, здравствуй. Всем мало, нет, все хорошо, Люд. Ага. Булит меня.
Булят меня эти засранцы. Хорошо, что он нас сплэшем, кстати, бьет. Это удобно. Да сколько вас тут? Уф. Ну вот, легкотня, как и в прошлый раз. Ребят, а почему ГГ стояла? Не так давно я раскрыла одно коммерческое преступление. Чтобы отомстить мне, виновник нанял головорезов и похитителей сокровищ. А не так-то просто быть юридическим консультантом. Такое часто случается, к счастью. Я могу постоять за себя. Несколько простеньких приемов, и с ними покончено. Но как они тут отказались? Все до единого, прям как в тот день. Неужто это место воссоздало мои воспоминания? Боюсь, это еще один способ поглотить нас. Хитро. Так. Секунду, я все посмотрю. Опа, ну чё? Я так понимаю, нам сейчас туда? Можно я сначала туда схожу? Может быть, я что-то сломаю, но мне надо. Так, Сахароза, бей. Да хорош, я был далеко. Что это такое? Кикай, он же барьер. Ну ладно. Давайте пощупаем, что там произошло. Угу. Би. Задание. Вот оно. Вы нашли эту записку в загадочном месте. Ее содержание похоже на дневник. Чья это записка? Письмо первое. Я попросил господина Бояна одолжить мне перо и бумагу, чтобы отправить домой письмо. Даже не знает, что мне следует написать. Надеюсь, дома у всех все в порядке. Я очень скучаю по дочери. Но это не похитители, наверное. Здесь диск поменьше, судя по его внешнему виду и расположению. Скорее всего, это мистический компас. Где диск поменьше? Зачем здесь в пол установлен маленький мистический компас? Для чего? Вот этот. Так, я так понимаю, нужно просто сделать как там. Там стрелка туда, туда, а как будто бы так и стоит. Нет? Сейчас посмотрим. Ух ты! Это что, туннель? Так странно, такое ощущение, будто он ведет в другой мир. Или даже в другое время. Я сделал что-то не так? Вроде все так. Не, ну там часы показывали на одно и то же место. И я так... В другое время, сказала она. Но здесь все так же похоже. Если я поверну. О, отлично. А вот и новый вход. Ну давай попробуем в него. Ну, это такой же. Может быть... Где-то я это видел. Это рыба, выброшенная на берег. Угу. Это место заставляет нас думать, что мы наконец повстречали других людей. А на деле... Инфе, кажется, я слышу голоса. Опа-на. Фатуи? Это тоже чьи-то воспоминания? Осторожней! Как я и думала. Елань, ты тоже здесь? Неважно, сколько раз вы появитесь, я справлюсь с вами. Когда мы вместе, мы сила. Теперь у нас двое. Окей, мы собираем пати. Сначала вот этого, потому что этот пес хилит. Ой, она прикольная. Не сказал бы, что я хочу себе елань, но она как будто бы прикольная в боевке. Так, мне холодно. Холодно! Меня убили.
Ну вот, минус Яньфэй. О, живи! Что происходит? Почему меня обижают все, кому не лень? Нельзя сдаваться, но могу отсюда. Я запишу. Жалкие любители смеют следить за мной. Вот это мастерство. Что это был за голос? Помнишь, когда этого я наткнулась на несколько призраков? Именно эти слова я тогда и услышала. Еще одни воссозданные воспоминания. Теперь, по крайней мере, всем все известно. Тот человек сказал что-то о мистическом... Он имел в виду мистический компас? Яньфэй. Эйхи, она сказала. Видишь эту штуку на земле? Да, мы уже попробовали настроить его, чтобы встретиться с тобой. Полагаю, это уменьшенная копия мистического компаса, и она напрямую связана с этим пространством. Выглядит знакомо. Дайте-ка подумаю. Ну, я так понимаю, мы крутим дальше. Вращайте стрелку мистического компаса, чтобы изменить континуум в данной области и переместиться в другую временную точку. Ваши действия в предыдущей временной точке влияют на последующую. Да? Мы там сломали, а теперь здесь появился сундук. А если бы мы не сломали, мы бы здесь не открыли сундук. Понятно? Давайте будем все ломать. Ну, вроде я ничего не могу ломать. Вроде бы это все. Ну, давайте крутанем. Кручу барабан. Ну, в принципе, мы же могли бы вернуться. Опа, ну чё? Вот, мы сейчас открыли вот это. А теперь там... Стоп. Я так понимаю, нужно в каждый найти дневник. Чья-то записка, письмо второе. Пишу это письмо от лица Хуланя. Он надеется, что у его семьи тоже все хорошо. Если бы не все это, он бы хотел бы вернуться и провести праздник морских фонарей вместе с ними. Ладно. Ладненько. Так я же не против, мне же не жалко. Стрелка мешает... Ну, мы вернемся это в предыдущее. Кстати, а может в предыдущий здесь был проход? Давайте сходим, просто прогуляемся, посмотрим, что там было. Мы сейчас вернемся в первый мир, с которого мы пришли изначально. Мы пощупаем, посмотрим. Вдруг там открылась дверь. Возьмем там вкусняшки и записку. Если нет, то крутанем еще назад. Нет. Но, кстати, рычага здесь уже нету. Записку первую мы здесь нашли, поэтому я думаю, что все в порядке, нам тут больше ничего искать не нужно. Поэтому мы крутанем еще назад. Вот. В дырочку булька. Здесь тоже ничего нет, окей. Так. Здесь все то же самое. Но здесь не мешает дверь. Теперь мы можем крутануть дальше. В этом мире мы можем прокрутить на вот эту стрелку. Либо назад. Давайте назад крутанем. Я так понимаю, нам нужно всех четверых тут собрать. Мы пойдем сейчас еще раз назад, соберем тут человека, а потом с вот этого мира мы сможем вернуться вот в этот назад. Но меня смущает, почему здесь нету записки. Угу. Мне стоит пойти наверх, посмотреть, что там происходит. Давайте, я попробую. Здесь... здесь барьер, все нормально, окей. Значит, я по поводу верхних частей вообще не парюсь.
Я просто проверяю то, что внизу есть. У нас тут внизу ничего нет. Мы крутим ее еще раз назад. Приткнулась к земле. Ну ладно, все окей, тогда в этом мире мы все прокрутим до конца. Я думаю, тогда уже в этом мире мы сможем ее закрутить в эту сторону. В смысле? Игра, ты чё? Это чё? Прикольно! Я сломал ветку. Поэтому в том мире она теперь не вырастет. Вот в этом мире она не вырастет. Потому что мы же управляем временем. Теперь ее не будет, и я смогу дальше покрутить. Прикольно. Так, что там? Всем приветик. Это задание Легенд Елань? Нет, это задание разлома. Дерева нету. И мы можем крутить дальше. Повернуть вперед. Чпоньк. И еще разочек. Хорошо. Куда? Я вот туда хотел. Назад. Он не хочет останавливаться там. Ладно. Ну давайте, сейчас вернемся, вот сюда сходим, посмотрим, что там. Я думал, вот это не горит, и мы сейчас туда пойдем. А вот это горит, и что-то не очень понятно стало. Так, это где рычаг? Рычаг мы подняли вверх. Поэтому теперь мы сможем попасть... Ой, он какой-то красный. Что-то тут недоброе, не? Что-то прям недоброе. Можно я попью? Это уже другое место. Другое время, мать. Если она работает по тем же правилам, наверняка где-то здесь тоже есть маленький мистический компас. Басациус. Теперь ты просто призрак этого подземелья. Сяо! Но где же враг? Странно. Может, враг прячется? О нет, нужно помочь ему. Назад. Это моя битва, не подходите. Что? Мерзкие чудовища, сколько людей из-за вас погибло. Я заманил вас в это подземелье, потому что обнаружил ваше слабое место. Спрятаться в тень, потом ударить из-под тишка — единственная, естественная тактика. Я утащу тебя за собой в могилу. Разве может такой непризведенный воин, как ты, закончить здесь свой путь? Если это продолжится, Сяо не очень не поздоровится. Неважно. Я знаю, чем все закончится. Шо? Где? Кто? Буду драться. Басациус выглядит уставшим. Маршал летучий змей Басациус, даже в твоей силе есть предел. Фантом не сравнится с настоящим тобой. Я порву своего... Что? В пору своего рассвета. Чтобы ты подумал, Властелин Камня, увидев... Чтобы подумал, Властелин Камня, увидел, что ты... Во что превратился первый Якса. Уходи! Я здесь разберусь. Нельзя, чтобы монстры вернулись на поверхность. Помните, мы должны удержать линию в 100 километров от разлома любой ценой. Хватит. Изыди, призрак. Сяо, как ты? Ты же ранен. Ничего, не обращайте внимания. Неужели это был легендарный маршал летучий змей Басациус? Да. Я поступил своевольно. Однако Басациус пропал сотни лет назад. Возможно, это был единственный шанс увидеть его вновь. Он кричал, что нужно что-то защищать. Здесь Басациус сражался. И он и есть тот безымянный Якса из легенд. Но ты сказал, что Басациус обязательно назвал бы свое имя. Почему же он этого не сделал?
Я не знаю. Возможно, потому что он забыл, кто он такой. Все из-за кармы. Она привела его к безумию. Перед тем, как исчезнуть, Басациус уже лишился рассудка. Должно быть, его память тоже пострадала. Он обезумел, но все равно отправился сражаться в разлом. Жизнь Яксы не может проходить в мире и в спокойствии. Вероятно, его привела аура той битвы. Мы искусные убийцы. Наверное, это и есть смысл нашего существования. После сражения я подтвердил свои догадки. Это место воссоздает мысли и воспоминания. Другими словами, Басациус тоже бывал здесь, а появившийся фантом — это то, что он оставил после себя. Пространство воссоздало его боевой стиль. После того слепого безрассудства нельзя остаться в живых. Он сражался с чудовищами. Призрак Басациус сказал, что он обнаружил их уязвимое место, а затем он повел их под землю. Что это за место такое, способно подавить тварей Каэнриах? Может быть, дело во мне, но истощение все сильнее и сильнее. Это место оказывает на нас негативное влияние. Скорее всего, Басациус не смог покинуть здешнее пространство. От него остался только призрак. Такая же участь ждет и нас, если мы не выберемся отсюда. Идем. Пора уходить. Это была великая битва. Прощай, Басациус. Так, всем привет! О, паук. Так, би. Записка 3. Чья-то записка, письмо 3. Похоже, прошло уже более 10 дней с тех пор, как мы отделились от Бояна, Яксы и остальных. Но ребята говорят, что прошло всего 3 дня. Понятия не имею, кто... Что? Прошло уже больше 10 дней с тех пор, как мы отделились от Бояна, Яксы и остальных. Но ребята говорят, что прошло всего 3 дня. Понятия не имею, кто из нас прав, и спорить об этом не собираюсь. Я хотел бы вернуться домой, но не могу. Беда, получается. Так, это мы видим. Что у нас здесь есть? Вижу огонь. Можно зажечь. Активных вещей как будто бы ими не пахнет. Это не огонь, здесь кристалл. Я думал, здесь можно зажечь по полной. А тут нельзя. Ну, тогда я не парюсь. Записку мы нашли. Это 3-я записка из цикла. Мы тогда сейчас... Что такое? Что такое? Это намек... Ой, ты слышишь? Это, наверное, намек был бы, что нужно открыть рычаг, который мы открыли заранее. Потому что мы все поняли и все приняли. Стрелка находит... мы пошли вон туда, оказались здесь, и теперь мы сможем оказаться вот тут? Нет. Тогда нам надо назад. Давайте назад будем крутить. Что ж. И еще разочек. Пожалуйста, вот здесь остановись. Почему вот эти не горят? Я не понимаю. Ну давайте, пойдемте туда. Мы там вроде не были. Ой, он выглядит, да, по-другому. Там уже все хорошо. Так, здесь также ничего нету. Угу, мы правильно пришли. Похоже, внутри содержится какая-то информация. Проверим. Посмотрим. Ой, извините, это у меня. Так, посмотрим-ка. Чья-то записка, письмо 4. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы ушли в дозор. Однако, судя по собранным сведениям, чудовища утратили всяческую способность к передвижению, а большая часть из них уничтожена. Нам удалось
одержать... Что? Одержать безоговорочную победу. Вот только никто из нас не сможет вернуться домой. Дочери Хулания скоро должно быть исполниться 2 года, а бабушка Цимина стареет. Все они так тоскуют по дому, и только я одинок как перст. Здесь нет никого, кто не хотел бы вернуться домой, но мы, оставшиеся здесь, стали семьей друг для друга. А какое же все-таки таинственное это место? Не знаю, из-за тоски по дому или потому что здесь все так, но во время патрулирования перед нами предстают пейзажи нашего родного края. Один старик как-то сказал, что Лиюэ добывает ресурсы в горах по меньшей мере несколько сотен лет. Как по мне, на шахту это место совсем не походит. Должно быть, это место стало напоминать мне о родных краях, потому что я вырос рядом с рудниками. Я так хочу домой. Ну вот. Наверное, эти письма написали застрявшие здесь миллилиты. Тут говорится о каком-то Бояне. Кто же это такой? Боян — один из моих предков, который бесследно исчез. То есть Боян оказался здесь вместе с Басациусом? Скорее всего. Должно быть, эти миллилиты сражались вместе с ними. Думаю, теперь мы знаем, где оказались все, кто пропал. Да. О, как страшно! Что же тут произошло? Идем, не стой здесь задерживаться. Мне кажется, что пазл постепенно складывается. Скоро мы узнаем всю правду. Но как именно это место решит нам ее преподнести, это еще предстоит выяснить. Окей. Подожди. 4 все правильно. Так, теперь я вижу компас полный. Давайте прогуляемся назад, посмотрим, что там есть. Оло. Здесь так ничего не появится, да? Да. Окей. Записку мы 4 нашли, она была самая большая. Я так понимаю, что она заключительная. Теперь мы можем крутануть вниз. То, куда мы не могли крутануть. Правильно? Правильно. Блин, а здесь бы превьюшку замутить. Можно вот так вот сделаю. Так вот сделаю. Ну, как-то так. Пойдемте. Зайдем в дырочку, посмотрим, что там да как. Подожди, а вот эта сакура всегда здесь росла? Я не помню. Сакура-чан. Не знаю. А если мы зайдем с другой стороны? Да, пройди. Мы не зайдем с другой стороны. А если мы зайдем с другой стороны? Подождите. А если мы зайдем сверху? Ну нет, ну я проверил. Извините. Ладно, зайдем так. Какой нежный, даже нельзя сзади зайти. Посмотрите-ка. Здесь ничего нет. Какое жуткое место. Я чувствую дыхание бездны. Но где же противники? Похоже, это мои воспоминания. Твои? А что это за воспоминания? Это пустота, сила бездны. Бездны? Это место создано полностью из твоих воспоминаний? Да, потому что я всегда буду помнить, как бездна лишила меня семьи. Бездна, с ней всегда жди неприятностей. Весь мой путь только для того, чтобы найти тебя. Я думаю о будущем. Как-то все темнее и темнее.
Верно. Мне нужно вывести их всех отсюда. Я найду выход. Я найду выход. О! А, это... Итар, подожди. Точнее, братик, подожди. Я не хочу за ним идти. Это же развод. Шапаллах. О, я думал, кучка пи после него осталась. А? Что это за блестящая круглая штука на земле? Это мистический компас? А до этого хотя бы часть мистического компаса всегда была скрыта под землей, а тут он спокойно лежит на земле, будто кто-то здесь его оставил. Путешественница, это был просто образ в твоей голове? Значит, иллюзия появилась, потому что ты скучаешь по нему. Я чувствую, что здесь его нет. Спасибо за подарочек. Значит, иллюзия появилась, потому что... по крайней мере, мы нашли то, что искали. Яньфэй, ты уверена, что это и есть тот мистический компас? Скорее всего, в завещании отсутствует его изображение, однако, судя по описанию, это то, что нам нужно. Гилань, в чем дело? Этот мистический компас очень похож на артефакт, которым испокон веков владела моя семья. Мне просто нужно сделать вот так, и... Кто-то пользовался им раньше. Наверняка он сохранил себе какую-то информацию. Найдем. Идем, нужно найти безопасное место. Ну, пойдем. Остановимся здесь, отдохните, а я попробую разобраться с мистическим компасом. Так, у нас есть время, чтобы со всеми поговорить. Открывашек я не вижу. Давайте поговорим. Раз уж мы отыскали мистический компас, моя работа закончена. Вот только если Басациус оказался призраком, может, диск тоже всего лишь иллюзия? Сможем ли мы его забрать? Ох. Да, правильные вещи. Говоришь. Так, ладно. Елань. Противоположные сначала пронизывают весь мир. Да, да соединится же сила Гидра, Пира, Анема и Электро в единый вихрь. И да, очертится земля 7 звездами, откроется 3 врат, и весь мир станет доступен. Так, еще раз, это важно. Противоположные начала пронизывают весь мир. Противоположные начала. Да соединится же сила... это Гидра, Пира, вот это все? Нет? Нет. Гидра, Пира, Анема и Электро в единый вихрь. И очертится земля 7 звездами. 7 звезд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 звездами откроется 3 врат, и весь мир станет доступен. Окей. Так, чатик, всем привет. Люблю Яньфэй, ты молодец. Как у тебя? У меня все нормально. Я сейчас чатик не читаю, потому что мы проходим. Басациус был главным из 5 якс, служивший властелину камню. Ему была подвластна стихия Электро. В отличие от меня, он не умел искусно... Он умел не только искусно сражаться, но и вести в бой других. Понял. Так, подождите, кого-то не хватает. 2 мы оставили там, в разломе. Как будто бы я что-то не сделал, не знаю. Может быть... Все? Ну, блин, раз время тикает, то по-любому, конечно, все. Ну, пойдемте. Стоп. У нас есть... Мы можем выйти, а можем пройти в дырочку. Давайте пройдем. Почему бы и нет? Я хочу проверить. Оба. Салончик, привет. Я понял. Окей, ладно, игра все предусмотрела.
Не больно-то и хотелось. Так, здесь все так же? Здесь все так же. В теории, конечно, я могу крутануть, наверное. Я могу крутануть. И реально все поменялось. Но я думаю, мало смысла. Я думаю, ничего уже не пройдет. Вот оно как. Такого я не ожидала. О, ты узнала что-то новенькое? Чья-то записка, запись первая. Меня зовут Бояны, и с помощью этих записей я собираюсь передать свой опыт и знания потомкам. Запись вторая. По приказу Цисин мы с моим братом Джун Джао отправились в разлом, взяв мистический компас, чтобы поддержать отряд миллилитов. Однако там нас поджидали ужасные чудовища. Многие не пережили то столкновение. Если бы не помощь прибывшего Яксы, мы с братом тоже бы присоединились к ним. Запись третья. У того Якса были 4 руки. Что? 4 руки. И похож он был на того, кто давным-давно потерял остатки разума. Даже имени своего он не помнил. В приступах сумасшествия Якса нередко выкрикивал имена Алатус и Миногеас, хотя таковых среди нас не было. Он повелевал молнией и в пугающем бесстрашии был подобен величайшим из покорителей. 10 дней мы уже следовали за ним, сражаясь с чудовищами и оружием прокладывали путь вперед. Запись 4. У всякой твари есть уязвимости, и эти чудовища не исключение. Обнаружив их и уязвимые места, Якса выработал победную тактику. В нашем предыдущем сражении поверхность разлома была разрушена, обнажив под собой загадочный подземный дворец. По нашим наблюдениям, чудовища приближались к нему и становились слабее. Поэтому мы предположили, что под землей кроется некая сила, способная подавлять твари Каэнриах. Запись 5. Абаба. У нас слишком много потерь. Необходимо положить конец сражениям. Вместе с Джун Джао мы условили, что я возьму мистический компас и поведу часть миллилитов в подземный дворец вслед за Якса. Мы отвлечем чудовищ и уведем их как можно глубже. Мы с Яксой должны будем воссоздать печать изнутри, а мой брат будет помогать нам снаружи. Только как печать станет целой, если план сработает, разлом станет безопасным. Вот только те миллилиты, что последовали за нами, окажутся заперты в подземном дворце. Цена слишком велика, но мы обязаны попытаться. Запись 6. Миллилиты вели наблюдение день и ночь и подтвердили, что после того, как чудовище оказывается в подземном дворце, они слабеют, будто некая сила высасывает из них все соки. Некоторые из раненых солдат пожертвовали собой, а другие в смятении отделились от отряда и не вернулись. Чудовище! Сможем ли мы справиться с ними таким образом? Запись 7. Боюсь, что среди живых свидетелей странного эффекта подземного дворца остались только я и Якса. Не знаю, сколько прошло времени. Якса тяжело ранен и сходит с ума. Боюсь, ему осталось совсем немного. Я хоть и сохранил рассудок, чувствую, что как понемногу теряю его. Не могу вспомнить, сколько я уже пробыл под землей. Якса призывает меня... Что? Пробиться к поверхности. Он совсем забыл, что нам суждено остаться здесь. Запись 8. Подземный дворец. Этот похож на живое существо. Когда в земле образовалась трещина, мы прыгнули вниз и дали бой. Но еще тогда я заметил, как трещина стала понемногу затягиваться. Вот оно что, это же как мы попали. Не знаю, могли ли мы избрать иную тактику. Даже если атаковать эти трещины, они все равно понемногу восстанавливаются. Иногда это происходит быстро, а иногда требуется время. От чего это зависит, мне выяснить не удалось. Означает ли это, что
обрушив в ходе битвы поверхность, мы разрушили оболочку подземелья. Неужели мы случайно угодили в брюхо исполина, который медленно пожирает нас? Запись 9. Все чудовища должны быть умерли. Нам наконец-то удалось измотать их. Сколько бы я не бродил по руинам, выхода так и не нашел. Якса уже покинул этот мир, и я остался здесь совсем один. Сегодня мне привиделся мой дом, жена и дети. Они приблизились ко мне, а затем прошли насквозь и исчезли. Неужели я тоже схожу с ума? Иначе как мне могут видеться родные из далекого Лиюэ? Как же мне хочется вернуться домой, но могу ли я выбраться? Запись 10. Джунчао. Временами во мне вскипает ненависть за то, что все эти муки выпали на мою долю, а не на твою. И все же, я ведь твой старший брат, и я рад, что ты выжил. Я так устал. Мысли путаются. Эти записи принадлежат магу по имени Боян. Он мой пропавший родственник, о котором я так хотела узнать. Ничего себе! И это все он написал? Много сотен лет назад один человек передал нашей семье мистический компас. И потом двое братьев с этим артефактом отправились в разлом, чтобы помочь отбить нападение чудовищ Каэнриах. Вернувшись, смог лишь один из них. И тот в конце концов сошел с ума. Карма. Угу. Вероятно, сражаясь плечом к плечу с Басациусом, они заразились его кармой, поскольку никто из них не владел глазом Бога. Сопротивляться заражению было невозможно. Судя по всему, Боян остался здесь навсегда. Просто прекрасно. Выхода впрямь нет. Неужели мы тоже здесь застрянем? Паймон, мне это не нравится. Не дури, не реви. Спаймон довольна, выпустите меня. Можно я попью? Что это было? Неужели? У меня есть одна мысль. Погодите немного, я проверю. Опа-да. Знаете, Паймон... Ага. Паймон так сделала, как будто это было нарочно, как будто... Ну, я никогда не гуглил это, но я знаю, что в сообществе Геншина ходит легенда о том, что Паймон не так проста. Не так проста. Вот. Поэтому есть чувство, что как будто бы она это специально сделала. Она же могла куда угодно улететь. А тут хоп, путешественница, у меня есть идея. Я изучала это завещание по дороге. Однако до этого совсем не задумывалась о том, в какой книге это было закреплено. Я читала ее, хоть и не все запомнила. Эта книга повествует об одной истории. Несколько тысяч лет назад жил один адепт, который создал артефакт, способный запечатывать чудовищ. Затем он решил передать его другу, обычному смертному, чтобы тот использовал этот артефакт в качестве катализатора. Через некоторое время появились огромные демоны, и когда адепт и человек объединили усилия, чтобы изгнать их... И тогда адепт и человек объединили усилия, чтобы изгнать их с помощью этого оружия. Еще в книге говорилось, когда адепт и человек соединят силы, вмиг небосвод смещается, сменяя битвы ход. Единое небо и земля, что сотворяют Дива. И сила двух начал весь мир убережет, простите. И сила двух начал весь мир убережет. Давайте я нормально прочитаю. Когда адепт и человек соединят силы, вмиг небосвод смещается, сменяя битвы ход. Едины небо и земля, что сотворяют Дива. И сила двух начал весь мир убережет. В моих жилах как раз течет кровь людей и кровь адептов. Возможно, мне стоит попробовать использовать свои силы.
Сработало. Хоть эффекты не долговечные, мы двигаемся в правильном направлении. Да? Похоже, внутрь мистического компаса что-то активировалось. Сила небес и богов! Пространств Яксы смогут сохранить мировой баланс. Этот голос, Масацу и Боян, смогли запечатать верхние силы... верхний слой этого пространства. Теперь понятно. Значит, когда тот огромный кристалл на дне разлома пронзил змеи руин, возникла некая ответная сила. Неужели именно эта сила задержала пробуждение пространства, поглотившего нас сейчас? Или тот удар поспособствовал открытию прохода? Кроме того, здесь мы не встречали порождение бездны. Взаимосвязано ли это как-то? Давайте вернемся к этой Шинобу. У меня есть для вас предложение. Сил нет, Паймон не хочет никуда идти. Но почему мы не можем просто выйти отсюда? Паймон не хочет умирать. Путешественница, я хочу остаться с тобой. Паймон, соберись, ладно? Поверь, у нас есть еще шанс выбраться отсюда. Идем. Ну идем. Паймон, не дури. Так. Вышли в дырочку. Секунду. Я на всякий случай проверяю. Окей. Шинобу, Ито, мы вернулись. Как у него дела? Босс потратил слишком много сил и еще не очнулся, но его жизни ничего не угрожает. А вот вы, судя по вашим лицам, вам удалось что-то узнать, и новость эта будет не очень радостной, да? Нам удалось открыть мистический компас, а еще информация о тех, кто побывал здесь раньше нас. Похоже, это пространство невозможно разрушить. Наталья, привет! Даже здесь, кто владел этим... Даже те, кто владел этим артефактом, так и не смогли выбраться. Понятно. Это еще не все. Я попробовал применить к компасу свою силу, и он отреагировал. Да, отреагировал. Просто показал нам то, как запечатывали это место. Но ведь вся суть как раз в том, как именно они его запечатывали. Помните, что говорили в той книге? Когда адепт и человек соединяют силы, вмиг небосвод смещается, сменяя битвы ход. Только сила адептов и людей, объединенная вместе, способны повлиять на мистический компас. Я потомок людей и адептов. Компас отреагировал на мою силу. Значит, теория работает. К счастью для нас, в нашей команде есть и адепт, и человек, владеющий магией. Так это и есть твоя идея? Интересно. Сяо и Ялань — наши ключи к спасению? Адепт и человек должны использовать свои силы одновременно? Да, если моя теория верна, именно вы способны активировать мистический компас и даже отменить его последнее действие. Ой, а есть кто-нибудь... Мика, забань бошки или шишки? Не, просто забань его. Последний раз его использовали, чтобы запечатать проход между этим пространством и разломом. Если у нас получится, то мы сможем выбраться. Как здорово! Значит, мы спасены? Как это не админ? Ты что, прекрати? Подожди. Сейчас. Сейчас я тебя заадминю. Сейчас я тебя заадминю, будешь знать. Теперь админ. Нет, еще не админ. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Не, вот это я уберу. Вот. Все. Мика, сейчас перезайдешь. И, по идее, ты будешь уже модер. Да, Паймон. Это имеет смысл. Хорошо, давайте передохнем. А затем, когда все будут готовы, попробуем. После отдыха. О, что-то Паймон нервничает, путешественница. Не бойся, все получится. Елань, Сяо, вы готовы? Да, я готова. Я готов. Есть кое-что, о чем нужно знать. Яньфэй.
А? Боюсь, что взять с собой мистический компас не получится. Судя по всему, все, что здесь находится, результат переплетения времени и пространства. У нас всех своя цель, однако это место подменило и воссоздало желание каждого из нас. Потрясающе, хоть и немного жутковато. Это не просто некое пространство. Понятия не имею, что это за великая сила сотворяет такое, проникает в наши мысли и души. Судя по истории разлома, это место существует уже очень долгое время. Интересно, откуда же оно взялось? Помню, вне этого пространства был некий змей. Этот. Я тоже там была. А? Погоди-ка, неужели ты пустил эту стрелу? Конечно, а кто же еще? Тот кристалл, ранивший змея, связан с образовавшимся разрывом? Наверняка тот змей — это еще одно творение Канриах. То, как он отреагировал на кристалл, может быть, они обладают противоположными по природе силами. Если это правда, то я должна извиниться перед всеми. Возможно, вина за все случившееся лежит на мне. Нет, ты же хотела нас спасти. Тебя не за что винить. Может и так. Это место словно живое, специально дурачит нас своими иллюзиями. На самом-то деле, все, что мы видим, перестало существовать еще 500 лет назад. Время здесь будто застыло. Если нам удастся сбежать, мы, скорее всего, нарушим царящее здесь пространство. Мистический компас может исчезнуть. Если честно, мне тоже это кажется. Но ведь именно благодаря этому таинственному месту нам посчастливилось его отыскать. Мы будто собираемся разорвать оковы несуществующим мечом. Звучит так, как что-то нереальное, однако это наш единственный шанс. Чье же желание смогло призвать этот артефакт? Наверное, наше общее желание. Да, а может быть и твое упорное стремление выяснить правду. Жаль, что мы не нашли твоего брата, но я уверена, что он очень бы хотел, чтобы ты спаслась. Да. Как интересно распорядилась судьба собрать нас всех здесь. Если она и вправду существует, надеюсь, в наших силах ее изменить. Мы с Уши собрали, позаботимся об Ите, мы готовы. Путешественница, позаботься о Пайман. Яньфэй, держись ко мне ближе. Поняла. Хорошо. Чуть-чуть потужились. Тихо. Свет дальних звезд. Шидзони. Грозовая вспышка, избавь от зла. Пусть дух, обузданный течение энергии времени, внимая высшему велению. Исполни мою волю. Он заряжается! Зажегся! Итак, мистический компас — артефакт усиления. Пока у него есть это, у нас есть шанс. Я буду поддерживать поток силы. Хорошо. Отойдите. Красиво. Я удержу. Запечатав поверхность. Долг Яксы. Генерал Алатус, все в строй! Лифт. Это духи чуваков, которые запечатаны. Осторожно. Порой даже с опасного пути нельзя свернуть. Я защищаю это место более 100 лет, никогда не оставляю его. Но ради поисков бездны Якса я осмелюсь попросить вас. А есть аниме по Геншину?
Не посмотрел. Очень классный синематик. Маска пропала. Твои силы долго не продержаться. Джун Ли, красавчик. Очень классный синематик, прям кайф, я не знаю. Вот этот... Джун Ли просто как батя залетел такой. Был опасный. Наконец-то выбрались, немного выдохнулись и разговорились. Как же это было страшно! Еще немного, и Сяо бы остался там. Но ты меня и напугал. Как же хорошо, что все обошлось. Да. Я знаю, что ты думаешь, но... Некоторые жизненные установки формируются годами, а значит, нам не удастся так просто переубедить тебя. Хоть мы и не сошлись во мнениях, именно благодаря тебе нам удалось выбраться. Спасибо, что спас нас всех. Это не только моя заслуга. Без Ялань тоже ничего бы не получилось. Да чего уж там. Похоже, никто не ранен, однако все устали. Нужно хорошенько отдохнуть, прежде чем собраться в путь. Я пойду проверю, нет ли поблизости чего-нибудь подозрительного. Ну вот ушла, ведь Пайман ее даже не поблагодарить не успела. Думаю, Лань считает, что этих похвал заслуживает не она, а Сяо. Вот и не знает, как реагировать. Однако, как она и сказала, Сяо и правда довольно сложно переубедить. Даже не знаю, как Елань не бросила эту затею. Сяо, она на тебя ругается? Ничего подобного! Подожди, ругается? Сяо, она на тебя ругается, ну да? Ваши слова не лишены смысла. Я не злюсь. Мне стоит подумать. Не принимай близко к сердцу. Правда? Значит, не зря я это сказала. Ситуация была опасной, чтобы спастись, понадобились помощь каждого. Я очень рада, что мы все вернулись. Кстати, а как же наш пастушонок? Он же не собирается спать вечно. Думаешь? Пойдем проверим. Давай. Ой, верничок. Вот это я выспался. Вы чего на меня так уставились? Ты себя хорошо чувствуешь? А голова нигде ничего не повредил? Если тебе нехорошо, лучше скажи нам. И так-то не отличаешься сообразительно, а теперь... Ох, братец. Чего? До здоровья. Меня не... Что? До здоровья меня никого нет, а еще я выспался. Ух, как огурчик. Только вот, кажется, что-то забыл. Точно! Погодите-ка, а чего это мы уже не под землей? Это как так?
Долгая история. Давай мы тебе потом расскажем. Ита, мы смогли выбраться во многом благодаря вашей с Шинобу и Уши по поддержке. Из-за меня вам пришлось пережить такое. Прошу, простите меня. Я постараюсь компенсировать все неудобства. Да ладно тебе. Ты же нам помогала. Вот и мы были рады тебе помочь. Если бы не ты, мы сейчас бы в какой-нибудь темнице Лиуэ штаны просиживали. Неправда. Это ты бы просиживал. Не надо на меня впутывать. И то верно. Тогда будем считать, что считать это началом дружбы. Приглашаю вас в Лиуэ. Покажу вам красивые места и угощу нашей кухней. Согласны? Конечно, конечно! Вот только ты про еду заговорила, как у меня живот забурчал. Ох, ну прямо с голода пухну. Что-то мне тоже хочется. Что-то мне тоже есть хочется, наставница. Может, отправимся прямо сейчас? И Пайман с вами, и Пайман пойдет. Пайман нас ждут другие дела. Ну ладно. Тогда наших иноземских друзей я беру на себя. Ты тоже скорее заканчивай с делами, путешественница. Сегодня был тяжелый день. Нам пришлось несладко, счастливого времяпрепровождения. Кстати, Елань, куда-то пропала. Ну, тогда забудем о том, что я должна ей чашку чая. Вот оно что. Хорошо, я передам. Так. Путешественница, летающая фиалковая дыня. Уши хочет вам кое-что сказать. Что же? Мне тоже интересно. И мне тоже интересно. Ита перевел всем слова Уши. Думаю, можно попробовать. В смысле, а нам кто скажет алло? Я тоже хочу узнать, хорошо. Ну, Уши, снаружи такой грозный, но... Что за лапочка внутри? Не ожидала. Мне скажите. Часто в простых вещах скрыт глубокий смысл. Думаю, Уши верно говорит. Ага, мы обо всем позаботимся. Итак, Ита, Шинобу, Уши. Путь. Ура! Пора как следует перекусить. До встречи. Музычка пошла. Сяо. Вы закончили с делами? Да это не дела, мы просто друзей провожали. Вы еще здесь? Я только что видел, как наши друзья Инадзумы направились в сторону Лиуэ. Вы разве не с ними? Нам, Сяо, нужно кое о чем поговорить. Да, мне тоже. Я проверила все вокруг. На данный момент ничего странного не обнаружила. Похоже, все закончилось. И еще, лучше бы нам держать это в тайне. Если, конечно, наши заморские друзья ничего не разболтают. О, мы можем передать им, чтобы молчали в тряпочку, если не хотят иметь дело с тобой. Со мной? Иногда Елань очень грозно. Да вы меня раскусили. Ну ладно, теперь без шуток. Я всегда буду помнить, как много вы для всех нас сделали. И все же, откуда взялось то место, и как оно могло так долго просуществовать незамеченным? Мне стоит продолжить расследование. Я чувствую, за этим местом стоит что-то более глобальное. Что-то, о чем никому нельзя знать. Вот только кто-то нам помог в последний момент. Это, конечно, хорошо, но мне бы хотелось знать, что это за личность. Наверняка кто-то могущественный. Но пока что я не буду заниматься этим расследованием. У меня есть еще другие незавершенные дела. Пойду тогда в Лиуэ. До встречи. Пока, Елань! Хорошо. Ты знаешь, что я тебя жду? Конечно, это же очевидно. Правда. Я собираюсь кое-куда сходить. Если и ты свободна, можешь присоединиться. А куда именно ты собрался? В место, что хранит воспоминания о Яксах. В толще страха. Свет в конце туннеля. Окей, я видел призрака. Секунду. Поехали. Поехали. Так, давайте я пока включу. Давайте поговорим чуть-чуть чат, пока есть время. Так, секундочку.
Я вас опять выключу, извините. Срочное уведомление шахтерского общежития. Из-за внезапных изменений, которые претерпевает разлом, все шахтеры будут распущены через 3 дня. Вы будете уведомлены о возобновлении работ. Пожалуйста, не забывайте свои личные вещи. Все посылки и почтовые отправления следует пересылать в департамент по делам граждан Лиюэ. Окей. Вот, теперь я включил. Призрак погнали. Что такое? Анна Мика говорит, как тебе сюжетец? Ня. Немножко затянутый, но понравился. Прикольно. Мне понравилось. Синематик в конце вообще бомба был. Сюжет интересный. Мне понравились то, что вот нестандартные данжики, которые можно было покрутить. Такого, насколько я помню, вроде говорит, не было. Конец? Нет, Ремка говорит, привет. Стрима еще не конец. Привет. Вам не громко чат? Я могу потише вас сделать, потому что вы как будто бы кричите немного. Так, чат сети... Давайте я вас поставлю на 60. Рома Курмис говорит, нам отлично. Ремка говорит, мне норме. Все окей. Чакмейт говорит, немножко. Анна Мика говорит, нам шикарно. Епли говорит, не надо нас потише. Эскобуро говорит, анимация на плане, там как анимешку смотришь. И что, я пожар устроил просто так? Арина Спасибо говорит, за подарочек. ты крутой пацан, ты крутое лицо, в темных очках, средний палец. Алло, какой средний палец, прекрати. Не понял. Анна Мика говорит, поджигатель. Что? Выходите, я знаю, что здесь кто-то есть. Прячемся. Чакмейт говорит, отдайте мне ее иди там. вниз. Что? У входа по хотели сохранить, неужели они тоже ищут сокровища меллитов? Рома Курмис говорит, попался? Что происходит? Я внизу. Календарь говорит, это любя? Я не понимаю. Епли говорит, посадют ща за пожар. Извините, уходите. Я не хочу открывать дверь. Можно я спрячусь туда и все? Главарь пойти. О, тебе что, лицо набить? Эй, это ты! Такому знаку этих мест нечего. Ничего не стоит отыскать. То, что Эрге найти не в состоянии. У тебя не вышло? Тогда подожду того, извините. Кто сможет найти Рома шлем, а Курмис потом говорит, отберу его. Пришел за люлями. Джилтошек говорит, Тенра осмелел сразу. Ну так. Меня зовут Малой из ЦНЦ. Если тебе не по зубам кучка шахтеров в разломе, то не стоило бы нос наружу высовывать. Давай-ка, что у тебя там есть. О, сокровища миллилитов, это мы забираем. Я не знаю, что тебе надо, но этого тут нет. А если найду? Слышь? Знаешь, а я ведь думал, что за всей этой беготней ты будешь покрепче. Что ж, представляю тебе выбор. Ты сама отдаешь мне член защиты, или я заберу его сам, после того, как вырублю тебя. Вряд ли тебе понравится со мной драться. Ого, как это мы заговорили? Видимо, по-хорошему ты не хочешь. Ты дурак. Ой, я тебя одной палкой деда сейчас пришибу, дурачок. Justice, вот она тебе, справедливость, собака. Еще и с арбалетом на меня попер, совсем дурной. Невероятно, чтобы я, малой из ЦНЦ, проиграл какому-то шахтеру. Если это не конец... Это еще не конец, слышишь? Оказывается, он принял нас за местных шахтеров. Ага, мы выглядим как шахтер, конечно. Вот он, шахтер. Я не понял. Мы что-то подобрали? Я все сделал, все, что надо. Да? Да или да? Как будто бы да. О, дырочка. О, яйца. Вот, я хотел вот здесь посмотреть, потому что я вот здесь не пощупал. Арина говорит, да, слэш, аретерте, абай. Абай. Джилтошек говорит,
Там еще 3-4 похожих предметов собрать. Надо. Здесь Анна или Мика вообще? говорит, Арина, я предупредила. Что? Арина, да, вот эти смайлики, видишь, озвучка же их все... О, пацаны, она же их озвучивает, это не очень комфортно, поэтому, пожалуйста, Чак Мейт говорит, используй обычные если правильно смайлики. помню, то в этом месте был спрятан квест «Точка с парнем». Место пусто говорит вообще. А, вообще окей. Бом! Бум. Так, мне надо в Аресе открывать сундуки, потому что у меня сейчас уровень дружбы с ним качается. Спасибо за подписку. Тихо! Подожди, это не то место? Я так понимаю, они все связаны будут с этим? Да, Незнайка отпусти Хай меня. говорит, привет. Привет. Они будут все с сеном связаны? Чак Типа Мейт вот- говорит, нужно Нет? ему молот, цветы принести, часы, шлем. И это в разных местах. Ищем. А, Арина говорит, Анна Мика, за тобой слежу. вот так? Или вот так? Я не знаю, но я сожгу. Я поджигатель местный. Незнайка Хай говорит, как тебя зовут? Меня зовут Макс. Джилтошек говорит, эти предметы по всему разлому раскиданы. То есть это не так, что я сейчас такой побегал и все собрал, да? Окей. Ладно, давайте сходим к Сяо, а тут он, бедолага, стоит, ждет Место нас. пусто говорит, где-то квест надо взять. Ты уверен прям взять? А он не так, что ты типа собрал нужные вещи, и он активировался? Незнайка Хай говорит, нужны бесплатно пару подарочков. А нет, спасибо. Если ты это предлагаешь, то нет. Место пусто говорит, не уверен. Чак Мейт говорит, нет. А, я убил ее! Нет! Арина говорит, омская арабская ночь. Блин. Девчонки, вы мне не нужны, пацаны, девчонки. О, я здесь был. Все окей, тогда давайте телепортируемся. О, это он прям на телепорте стоит. Ну что? Где ты? Кто ты? Анна Мика говорит, бабочки тебя теперь не жалуют. Ну да, надо будет пособирать. Я и бабочек не могу собирать, потому что у меня этот квест был. Вот теперь смогу. Там впереди стоит храм, который люди построили в честь бронзового воробья. Может быть, я пришел сюда, потому что кое-что осознал? Ты имеешь в виду там, что под землей? И что ты осознал? Сложно объяснить. Когда я увидел Басациуса, будто перенесся в прошлое. Жизнь Якса всегда посвящена сражениям. Возможно, можно приукрасить реальность, называя нас доблестными воинами, но мы существуем лишь для того, чтобы уничтожать зло. Басацу встретил свою смерть на поле боя. Думаю, этого он бы и хотел. Но вот уже касается и меня. Я живу уже многие годы. Погибнуть, защищая жизнь людей, было бы не так уж и плохо. Спасибо за подарочек. О, баба, что я нажал? Ты же знаешь, что это не так. Возможно, эти мысли свидетельствуют о том, что я уже схожу с ума. Спасибо. Эй, не говори так! Сяо, мы хотим кое-что тебе сказать. Точно, точно! Уши попросил передать тебе что-то очень важное. Ага, что? Уши сказал, что он тоже защищает людей и умеет изгонять демонов, прямо как ты. Что? Повстречав Ита, Учи не захотел расставаться с ним. Он сказал, что хоть и не знает всех правд этого мира, ему кажется, что быть с кем-то намного приятнее, чем держаться ото всех в стороне. Может быть, все эти правила про то, как нужно жить, есть только у нас в голове. Уши надеется, что ты осознаешь главное. Яксы тоже имеют право на общение, и никакая карма не может этому помешать. Помни, что ты не один. Да, те, у кого есть глаз Бога, смогут сопротивляться твоей карме, так? А еще, в любом случае, ты важен для многих людей. Вы прям как Басациус и остальные. Они говорили, что
как только настанет мир, они отправятся жить вместе с людьми. И только я был с ними не согласен. В записях на мистическом компасе упоминалось, что в присутствии, что в приступах сумасшествия Басациус нередко обращался к людям, называя их Алатусом, Менагиасом и другими именами. Именно так и зовут 5 Якс. Алатус — это я. Минагиас — генерал обезьяны. Помимо Насти еще Банатос, генерал Витой Моллюск и Индарис, генерала Огнекрыса. Я слышал, люди называли нас 5 великими Яксами. И Басациус, и предок Елань оставались в том пространстве. То, какие мысли посещали их перед смертью, тоже отпечаталось там. Елань была права, оба наших плана были разумными, и оба имели свои недостатки, но сила того места во многом превосходила нашу. Без вашей помощи у меня бы ничего не получилось. Даже в последний момент мне пришлось приложить все свои силы, и нам еле-еле удалось вырваться. Ну, Паймон, ты все еще думаешь, что ты был великолепен? Яньфэнь и Елай правы. Я действительно всегда готов к худшему. Такое мышление давно укоренилось в моей голове. Однако это было лучшее решение, что я мог придумать. Если бы не помощь Властелина Камня, я бы не смог выбраться оттуда. Так нам действительно помог Джун Ли? Мне жаль, что я так продолжаю беспокоить его. Но ведь это обычное дело, вы с Джун Ли, то есть Властелином Камня, многое пережили вместе. Ты помог ему, а он помогает тебе, да? Без взаимной поддержки не обойтись. Может, вы и правы. В мгновение, когда мы покидали то место, я ощутил смутные воспоминания Басациуса. Думаю, это главное, что я обрел в этом приключении. Мне кажется, я тоже их почувствовала. Если еще один человек будет помнить о нем, это только к лучшему. Альтыч. Минагиас, где ты был? Брат Якса, ты опять перепутал. Я говорил тебе много раз. Я Боян. Я маг, и мы вместе сражались в разломе. Боян? Боян. Ты Боян. А я кто? Я хочу знать не меньше твоего. Мы согласились остаться здесь вместе, а я даже не могу назвать тебя по имени. Очень жаль. Остаться здесь? Нет. Нет, ты должен идти. Не говори глупости, брат Якса. Мы останемся здесь навсегда. Разве ты забыл? Поздно сожалеть. Печать нельзя сломать. Печать. Вспомнил. Я Якса. Я пришел сюда сражаться. Брат, ты в порядке? Ха-ха. Смотри, что со мной. Я думаю, мне осталось недолго. Кроме нас никто не осталось. Ты не можешь умереть. Сегодня я увидел свою семью здесь внизу. Четко и ясно. Как думаешь, я тоже сошел с ума? Боян, ты хочешь вернуться домой? Я решил оставить Джунджао на поверхности. Конечно, я хочу вернуться домой. У меня тоже должно быть есть семья. Ты имеешь в виду братьев и сестер? Конечно, есть. Братья и сестры. Да. Кто я? Где моя семья? Я брат. Что с тобой? Держись! Остались только ты и я. Не оставляй меня. Алатус, это ты? Кто такой Алатус? У тебя опять память отшибла.
Мне жаль, что вам приходится видеть меня в таком состоянии. Брат! Смотри, там кто-то есть. А кто это? Они мои. Я вспомнил. Я знаю вас. Мои братья и сестры пришли за мной, Боян. Ты пришел в себя. Хотя бы скажи мне свое имя. Брат Басациус. Эй, Басациус. Меня зовут Басациус. И мое предназначение нести высшую жертву. Я принести высшую жертву. Ну, он не сожалел, это самое главное. Сегодня я сказал слишком много, но с тобой я могу ничего не скрывать. Ты когда-нибудь чувствовал руку судьбы? Зарождение жизни или приближение смерти? До сегодняшнего дня я уже знал, что судьба — это тот рок, который Якса ощущает ярче всего. Мы обречены на скорбь, но нам неведом страх. Сяо! Ничего, что ты мне об этом рассказываешь? Ничего страшного. Властелин Камня сказал, что ты свидетель. Значит, ты должна знать историю нашего мира. Бананас. Я не могу читать эти имена. Минагеас и Ингрис погибли, а Басациус бесследно исчез. Его судьба никак не выходила у меня из головы. Поэтому я даже, зная обо всех опасностях, я отправился в разлом. Теперь я наконец знаю, что на самом деле там произошло. Прошлое больше не тяготит меня. Перед нашим уходом я взял с собой один камень. Если бы мне удалось вытащить его на поверхность, я бы отнес его в храм бронзового воробья в память об Басациусе. К сожалению, ничего не вышло. Бронзовый воробей погиб, а времена войны архонтов 1000 лет назад. Он был самым молодым из нас. Узнав о его смерти, Басациус впал в глубокую печаль. Тогда погибло несметное количество якс. Я до сих пор помню, как Басациус говорит, что нет такого места, куда бы мы могли вернуться их души. Басациус, Баян, эти воины. Все они настоящие герои. Герои? Хорошее слово. Хоть бедствиями нет конца, но в мире есть и добро. Даже в самых темных сердцах есть место для тех, кто им дорог. Как ты и сказала, отныне герои будут присматривать друг за другом. Опасная тропа, задание выполнено, продолжение следует. Стойкость духа. Да. Есть Нахида. Да, Нахида есть. Спасибо, Мика. Откуда он? Я из Казахстана. Мика, спасибо. Как дела? Все нормально. Наблюдать за Сяо. Сяо погрузился в тишину. Невозможно разгадать, о чем он думает, глядя в сторону храма бронзового воробья. Печаль, досада, облегчение — все это по-прежнему в его сердце, но тиски этих чувств немного ослабли. Он похож на человека, который долгое время бродил в страшнейшую пургу и наконец нашел крышу, под которой можно укрыться. Так, это вот эта фигня воробья? Давайте я туда схожу. Я хочу туда сходить. Пешком пойдем. Окей, пойдемте. Я все сломал. Чат, не вижу чат. Полетел, ага, молодец. Да, еще и добила. Ну ты мать. Я Нахиду вроде легко выбил, как будто бы. Кстати, я напомню, что у нас есть важная задача выбить Бэйдоу, который не хочет к нам приходить. Пожалуйста, Бэйдоу, я тебя очень прошу, приди. Ага. Спасибо.
Руководство по магии. Анна Мика говорит. Да. З. Да, Гипли говорит. Кто-нибудь Ты его вообще никуда выбил? идешь вот эти развалины, и есть храм разрушенный? Джилтошек говорит. Какие? Вот это? Храм воробья возле вас был, а куда ты идешь, это обычная вышка. Он так Гипли смотрел? говорит. С одного шелонин упадет тебе в ангую. Нет. Анна Мика говорит. У меня байда с 6 валяется. Мне одну можно просто вот понюхать ее чуть-чуть. Рома Понюхать Курмис байду. говорит. Вот это? Надеюсь, тебе вот выпадет это байдоу. типа? Спасибо. Незнайка Хай говорит. Я только впервые тебя вижу, а ты мне уже нравишься. Я рад. Ипли говорит. Будет квест. По восстановлению его, кстати. Окей, ладно. Анна Мика говорит. Забирай. Ладно, смотрите, у нас сколько еще есть? Сейчас я быстренько вот так открою. У нас есть еще 35 минут стримчика, поэтому... во-первых, мы, как всегда, пойдем и выполним дейлики. Сюжетный дейлик. Джилтошек говорит. В задании легенд Сяо вы будете восстанавливать храм. Почините телегу Алана. Это, я так понимаю, оно, да? Да, это оно. Пойдемте. Пойдемте починим Чакмейт телегу говорит. Алана. Забери награду, то... Забрать награду? А где забрать? Не понял. Где забрать награду? Нет, сначала я понял, про книгу говоришь. Сейчас я починю телегу, а потом заберу. Меня смущает, когда эти квесты пропадают. Ой, пацаны, Чакмейт тихо. говорит в книжке. Все, я понял. Куда ты свой стол поставил? Дед, ты чё, прекращай. Спасибо тебе, путешественница. Мне невероятно повезло. В этой повозке находится вся добыча охотников. Трав велел мне доставить ее в город. Может, я и не лучший охотник, но с доставкой я смогу справиться. Так я думал. Я очень близок к провалу. Они напали внезапно. Наверное, их привлекло содержимое повозки. Без тебя бы я с ними не справился. Мне неловко просить, но хиличурлы повредили мою повозку, и теперь я не могу продолжить путь. Я уверен, что ты без проблем найдешь необходимую древесину в лесу. Я бы и сам этим занялся, но не могу просто так оставить повозку на дороге. А давай я постережу повозку, а ты сходишь за ним. За деревом. Если тебе не трудно, поищи, пожалуйста, крепкую доску. Хорошо. Отлично, буду ждать тебя здесь. Блин, я мог сказать, ты и сам справишься. Небольшой ремонт, и моя повозка... Что и моя повозка хотя бы сможет добраться до Манштата. В лесу обязательно найдется нужная древесина. Мне нужно обязательно, да? Я думал, типа, у меня уже есть. Все, понял. И раз, и два, и три. Слабая доска. Можно? Крепкая доска. Крепкая доска, тяжелая, надежная, многофункциональная. Слабая доска, слабая деревянная доска, которую легко можно сломать. С помощью ее получится только хвастаться тем, какой вы воображаемо сильный. Я не жалею, что я открыл почитать. Сокровище найдено озеро Цинсу, так не сразу. Это походу какой-то квест, да? Антиквариат. Кто увлекается антиквариатом? Кто в Лиуэ увлекается антиквариатом? Алло. Понка, спасибо. Привет, дядя. Здрасте. Этого вполне достаточно. Через пару минут мы... Они вернулись! Да, не ссы. Не ссы, вообще не переживай. Тихо, бьют. Да, алло. Подождите, пацаны. Есть, все, отлетели, пацаны. Так, все, ты жив, цел, орел? Благодарю тебя, какие они все-таки настойчивые. Интересно, что же такого поймали охотники? Драв гениальный охотник. Когда-нибудь я буду охотиться так же, как он. Но для начала нужно довести эту развалюху до города. Ты не поверишь, но я уже почти починил повозку. Но время последней атаки ее снова сломали. Становится только хуже. Сзади была веревка, но ее, должно быть, оторвали хиличурлы. Поищи, пожалуйста, веревку. Я... Без проблем. Отлично. Ладно.
А я ухожу все дальше. Ты в курсе, что у тебя там беда может случиться, пока меня там нету? Ой, не туда. Би. Веревка. Хоть и короткая веревка, но ей все же можно связать вместе некоторые предметы. Это в городе Девчуля с алмаза, магазин, где запчасти надо покупать всякое. Как Миджори в Манде. А, ей надо отнести? Я отнесу. Должно сработать. Она может развалиться в любой момент, но, надеюсь, до Манштата я как-нибудь дотяну. Спасибо тебе за все. Заглядывай ко мне, когда будешь в Спрингвилле. Выпьем чего-нибудь. Только если ты пьешь не так, как Драв. Алан. Окей. Нет, подожди. Подожди, а ты дойдешь до Манштата? Ты уверен? Секунду. Да хорош, я хотел покататься. Мне интересно, как далеко он пройдет. Давайте пока пообщаемся. Ну и чё, и чё? Как далеко до Манштата? Ну, вообще неплохо так. А, все. А ты типа... Ага. Так, мы идем в Спрингвилл к Аллану. Он нам будет наливать. Мика говорит, главное, чтобы не догорел по дороге. Да не говори. Понка говорит, ты за Шило играешь? Нет. Ба-ба-ба. Спасите. Чак Мейт говорит, у него все бабахнет до прихода в Монт. Подожди, а куда? Где Спрингвилл? Алло, я потерял. Это Спрингвилл? А, вот он. Покемон говорит, я скоро удалю этот ТикТок. Почему? Булит тебя? А, он тебе сообщение не пропускает. Просто перейди на ютубчик. Анна Мика говорит, Шило в подвале. Анна Мика говорит, Шило наказано. Да, Шило наказано. Арина говорит, Кастория. Я еще не выкрутил новую 50%. Кастория? Кстати, ты имел в виду? Не выкрутила новую 50%. Где Алан? Ты Алан? Нет. Он обещал мне этот... Эля. Где этот пес? Он же рядом с этим стоял. Подождите, может днем Покемон надо говорит, прийти? у меня YouTube не работает без моб. Инета. А, ну тогда Twitch. Арина говорит, вообще-то я ее уже победила. Кого? Вот. Вот он, Алан. Давай наливай. Привет, если хочешь с кем-нибудь вместе поохотиться, то это не ко мне. Слышь! Эскобро говорит, не хотел бы стрим Аватарс скачать. Стрим Аватарс? Что это? Так, теперь мы идем к Катерине Док матери. говорит, привет. Привет. Джилтошек говорит, он тебя уже не знает. Ну? Анна Мика Пёс говорит, какой. если он и нальет, то явно не Эля. Чак Мейт говорит, вот и попугай теперь. Им? Ну, вот и помогай Чак теперь Мейт этим говорит, засрантам. помогай. Ну? Так всегда. А, это Лиилыш не нужно. Арина говорит, 3B я ее победила. Триби? Я не знаю, кто это. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Так, экспедиции. Вот так. Покемон говорит, у меня полурта в красной Черпаю. жидкости. Док говорит, Ух ты, напомни, ты почему? на Азии? Я на Европе. Эскобро говорит, стрим Аватарс. Для чего это? Что это? Мне зачем? Так, Эскобро говорит, примерно так. Док говорит, точно. так, что у нас там под достижением? Давайте я вас выключу быстренько. Проблемы с зубом, обязательно сходи к стоматологу. Такое нельзя терпеть, потому что может страшно начаться и прям будет беда. В толще страха покиньте таинственное пространство в глубине разлома. Сделали. Стойкость духа, спокойствие сердца. Завершите событие, опасная тропа. Сделали. Все, да? Да.
Просто прикольно мы будем... не-не-не. Я могу сам такое сделать в своей приложухе. Не проблема. Но не буду. Я такое не очень одобряю. Арина говорит, Star Rail. Я целый день играю в нем 2090. Так, кто-нибудь из вас есть? Играла. Эскобро говорит. На нами кто? Да? Василик, я не знаю, смотрите, люди, если вы смотрите в записи, просто напишите в комментах, что вот это я, и я добавлю вас, друзья. В противном случае я буду всех удалять. Эскобро говорит. Почему? Мы будем котиками. Не-не-не, вы будете засранцами, я же вас знаю. Так, всю смолу я перелил. Чайник безмятежности. Он мне показывает, что у меня там выросло. Ничего себе, мы же там садили, у нас там огороды огородные. Ё-моё. Капец я садовод. Здрасте, Пухляш. 100 лет тебя не видел, здрасте. Покемон Так, говорит, а сколько стрим собираем. уже идет? Стрим идет час 35 минут. Анна Мика говорит, Тенра огородник. Я такой. Так, сокровищница. Вот это мы покупаем без разговоров. Вот это мы покупаем без разговоров. Мы там семян на прошлом стримчике накупили, насколько я помню. Чакмейт говорит, они еще поболтать хотят. Кстати, надо же этот. Это мы сделали. Джилтошек говорит, у Тенры в чайнике дача, оказывается, есть. Арина говорит, Дженшен, ЛМП, Сити. Я целый день играю 10. тоже 20. Покемон говорит, как приятно ощущать вкус железа. Нет. Это плохо. Так, что у меня новое? Вот новое. А почему оно новое, но как будто бы мне не надо это изготавливать? Там же есть иконка, типа, нужно изготовить. Ладно, я тогда сейчас просто накидаю что-нибудь, что Анна Мика в говорит, перспективе не Покемон, может пригодиться. ты что, вампур? Вампур. Чакмейт говорит, вот Тенра это. садовник местный. Я такой. Вот это мне может пригодиться. Я там хочу обустроить одно место, и мне нужны некоторые вещички. Вот это. Пару заборов. Еще вот так сделаем. И получить все. Да. Спасибо. Покемон говорит, Анна Мика, черное сердце. Ой, не надо манч так называть. Покемон говорит, меня множито. Арина говорит, Тенра, ты милашка, алоэ сердце. Спасибо. Так, это мы забираем. Пойдемте посмотрим наш сад-огород. Вот здесь он был. Во, выросло. Посадить. Луна говорит, приветик. Приветик. Посадить. Как это не выбрано? Понял. Понял. В смысле? Там же грядки отличаются. Ну ладно, это уже Луна не так важно. говорит, меня попросили предать, чтоб я тебе дала по папке. Пимя? Арина говорит, Вареса я еще до осенью не победила, она мне не Пимя выпала так слезы сказала? рекой. Наталья Дубовицкая говорит, мне ты с прям Вареса комплектами понравилась. разобрался? Как с них гемы собирать? Комплектами? Не понял. Это 9 или что? Что такое комплекты? Потому что я как будто бы не Анна понимаю. Мика говорит, комплекты мебели в чайнике. В смысле, как с них гемы собирать? О чем вы говорите? Можно просветить чуть-чуть? Чуть-чуть. Так, давайте я пока закуплюсь. Я напомню, что мы должны иметь Луна в себе говорит, 1000 это всего. анонимно! Арина говорит, всё, понял, Арлекина понял. 50. Передай анонимно, что сама получит. Вот так. Так, давайте сходим в Ливе. Анна Мика говорит, собираешь комплект, который нравится определенному персонажу, приглашаешь его, и он дает тебе гемы. Много гемов дает? Лунак говорит, хорошо. Джилтошек говорит, чтобы получать примагем из комплектов,
нужны персонажи? Чакмейт говорит, ты строишь комплект персонажа. Аниокта 20 грамм. Анна Мика говорит, по 20 вроде. Арина говорит, Елань 50. Так, перец есть, лук есть, молоко есть, помидор есть, капуста есть, пшеница есть, риса нету, мясо, креветки Анна есть, Мика тофу говорит, нету. молоко бычка, хе-хе. Миндаль. Так, и рыбку я обычно еще покупаю. Ба-ба-ба, можем прямо Арина сюда. говорит, Фарина 50. Наталья Дубовицкая говорит, Фарина у меня на нет. комплект обычно несколько персов, и каждый дает по 20 гемов. Мгм. Место пусто говорит, покупать семена – расточительство. Джилтоша говорит, Да? зачем молочко покупать, когда у тебя Вареса в команде? Действительно. Но это я вне стрима его подаю чуть. Вам такое смотреть нельзя, маленький еще. Арина говорит, Навия 50. Нави тоже нет. Анна Мика говорит, Ола, мы тоже хотим подглядеть. Не-не-не, вам такое... Ой, вам такое нельзя. Так, теперь нам нужно вот сюда к алмазику, бриллиантику. СКБРО говорит, а может кто мне показать, как эти комплекты делать? А чё? Сейчас, секунду. Арина говорит, Камойта агатот хикармату. Мин 4, 4 созвездия. Ювелирный дом Минсин занял почетное место среди местной промышленности. Хоть в последнее время мы делаем вещи только на заказ, все же некоторые товары у нас на витрине имеются. Ювелирные изделия у вас только под заказ. Да, прошу прощения за неудобство. Ювелирный дом Минсин часто сталкивается с недостатком товаров. Как вы знаете, Лиуэст славится своей глазурью. Ее можно получить только посредством обжига особенного местного песка. Более того, некоторые утверждают, что ювелирный дом Минсин является безусловным лидером отрасли, и очень много богатых торговцев проделывают долгий путь, чтобы купить наши лазурные полумесяцы. Кто бы мог подумать, что шахты его разлома внезапно закроются и снабжение сырьем прервется. Как вы можете заметить, товары в магазине – это то, что еще не распродано. Изначально они были лишь витринными образцами. Но если вы настаиваете, я озвучу цену. Впрочем, нет, не буду. Она точно вас не порадует. Слэш. Так, секунду. Нет, мы это все читали. Мы это читали, когда только-только в Лиуэ попадали. А что мне с ним делать тогда? Рядом с этой лавкой? Арина говорит, Кэтсен, 2 созвездия. Что продаете? О, картошку продают, ничего себе. Сахар. О, ты сахар продаешь, мать, ты где была вообще все это время? Прекрати, сыр. Анна Мика говорит, Карляпис она вечером должна продает. появиться. Вроде... Вечером. Ну, давайте подождем до вечера. Место пусто говорит. В редакторе в чайнике находишь и собираешь нужные предметы. Так, что у нас тут происходит? Где она? Алло. Арина говорит, Ну, давайте еще Яньфэй, у вечереем меня после 5. ночи. Созвездие 5. СК Биро говорит, Везет. как мне сделать комплект на Навию? Я думаю, там в этом можно посмотреть. Появилась! Линлан и Циминь. Давайте мы сначала с Циминь поговорим. Место пусто говорит, сначала чертеж надо купить. Привет, путешественница. Интересуешься древностью? Антиквариат?
Верно. Может быть, я и зарабатываю на жизнь дешевыми предсказаниями в доках, но мне все равно нравится собирать антиквариат. Лин Лан всегда была довольно прижимистой, когда дело касалось денег. Очень странно, потому что, по моим расчетам, сегодня мои шансы найти свою любовь очень высоки. О май. Можно? Нельзя. Ладно. Добро пожаловать в мой скромный магазин. У нас новое поступление антиквариата. Пожалуйста, взгляни. Она работает ночью, скорее всего, там что-то это... контрабанда какая-нибудь. О безымянном сокровище. Та вещь, что ты принесла, выглядит неплохо. Орнаменту наверняка много лет. Подожди, пожалуйста, подожди, пока я ее открою. Здесь есть некоторые дефекты. Если тебе нужно срочно сбыть это, я могу предложить цену. Не слишком высокую, впрочем. Я посмотрел это. Узор действительно выполнен в стиле Ли Уэ. К тому же то, что написано на поверхности, совпадает с историей об Аждахе. Говорят, Аждаха — это дракон, появившийся из скопления геоэлемента в Ли Уэ. Даже самому властелину камню, Мораксу, было нелегко усмирить его. Чтобы одолеть дракона, властелин камня призвал 3 адептов и поручил им возвести небесную обитель. Затем властелин камня лично вступил в борьбу с драконом и загнал его в ту обитель. Адептам он приказал перекрыть путь в нее, и только так удалось усмирить Аждаху. Узоры на той вещи, которую ты мне принесла, как раз описывают те события, когда 3 адепта вместе возвели небесную обитель. Поэтому, я думаю, должно существовать 3 вещи такого рода. Если их соединить, то мы получим целый предмет. Вы все это знаете, Ли Уэ действительно загадочное место. Не уверена, но люди старшего поколения говорили мне, что Ли Уэ слишком велик, а история региона слишком длинна. Какие бы странные артефакты вы бы ни находили в Ли Уэ, в этом нет ничего удивительного. История этого региона настолько древняя, что наши сегодняшние знания лишь капля в бескрайнем море. Но мы с тобой отвлеклись. Как было сказано, есть 3 части, составляющие одну вещь. Боюсь, цена только одной части не будет велика. Но если удастся собрать все 3, тогда другое дело. Однако она выглядит довольно древней. Боюсь, найти все 3 части будет нелегко. У меня же 3. Подождите, у меня же 3. Давайте сделаем так. Сначала здравствуйте. Привет, я хозяйка этого магазина. Зови меня Лин Лан. Приглянулось что-нибудь? Прошу, не торопись. Можете порекомендовать что-нибудь? Взгляни на этот камень. Это осколок, отломленный от навершия копья Геархонта. На нем сохранились древние письмена. Посмотри, как мастерски они выполнены, как естественно они сочетаются с природными узором камня. А вот кусок окаменелого дерева. Это часть корневища. Говорят, то дерево было столь велико, что корни его оплетали целый мир. На самом деле она мне пихает палки и камни. Я ей принес шкатулку, она такая, ну это будет дешево, а она мне пропихивает палки и ветки. Нормально. Еще взгляни на этот флакон. В нем ядовитая кровь злого дракона. Вот это уже неплохо. Некогда свирепствовавшего в соседнем королевстве. Сейчас она высохла и превратилась в пыль. Я понял. Понял. Бутылка с пылью. Но одной щепотки все еще достаточно, чтобы вынести всех крепких мужчин на деревню. Слышь. Кроме этого, в магазине еще много редкостей. Прошу, осмотри сама. Звучит сомнительно. Что ж, ценность антиквариата зависит только от твоей точки зрения. Говорят, ценность антиквариата прямо пропорциональна доверию покупателя. Это да. Твоя вера в то, что эти вещи ценные реликвии, наполняет их смыслом. Напротив, если ты думаешь, что они подделка, их цена от твоего отрицания никак не изменится. В конце концов, для покупателей этого магазина сами вещи ничего не стоят. Для них цена история этих вещей. Есть еще одна поговорка. Как там говорится, пока у тебя есть хорошая история, ты всегда найдешь выход. То же самое с антиквариатом. Еще что-нибудь? Возьми, к примеру, этот булыжник. Я вчера нашла его на дороге, пнула нечаянно, вот и решила тебе его отдать. Он выглядит совершенно заурядно, но на самом деле это осколок луны.
Давным-давно с небес упала звезда. Удар был такой сильный, что она даже поменяла свой цвет. Хочешь спросить, почему ее звезда похожа на обычный кусок руды? Ой, прости, ты права. Это просто кусок руды, я ошиблась. Наверное, поставщик меня опять обманул. Меня обманули поставщики. За ними нужен глаз да глаз. Пожалуйста, забери эту руду, я не хочу ее видеть. Вернись, мать пропала. Так, секунду. Не поговоришь с ней. Аждаха говнюк, который вначале меня булил. Аждаха сладкий пирожочек. Теперь это груша для битья, увы. Так. Хочу купить антиквариат. Конечно, выбирай, что нравится. Все эти вещи действительно стоят каждой моры. Ага. Это какой-то говносет? Серьезно? Мне это купить, и у нее потом появится что-то новое? Как это работает? Мне не жалко, я могу купить. Давайте. Сергей, здрасте. Нет, то же самое. Ну ладно, хотя бы мы сможем это использовать для возвышения. Так, о безымянном сокровище. Вот. Давайте я прочитаю, потому что это... Добро пожаловать в мой скромный магазин. У нас новое поступление антиквариата. Взгляни, пожалуйста. О безыменном сокровище. Если мое предположение верно, то та вещь, что ты приносила в прошлый раз, всего лишь одна часть из 3. Только если собрать воедино 3 части, можно получить артефакт. Если тебе удастся найти все 3, то я с удовольствием предложу тебе хорошую цену. Но это довольно древний предмет. Возможно, собрать все 3 будет непросто. Я нашла все 3. Ты правда собрала все части? Пожалуйста, позволь взглянуть. Действительно, эти 3 узора подходят друг к другу. И в самом деле повествуют об Аждахе. Этот журавль, видимо, символизирует торговца гор, а этот олень, возможно, это владыка лун. Но тогда 3-й... кажется, последний узор был специально кем-то стерт. Детали разглядеть невозможно. Так кто же 3-й адепт? Ладно, это за пределами моих познаний. Так или иначе, это сокровище предстало перед нами целиком, поэтому его можно продать по хорошей цене. Ну что ж, хочешь оставить себе на память или отдать мне, чтобы я продала его подороже? Я продам его вам. Хорошо, вот твои деньги, сокровище я заберу. Но все-таки, почему изображение одного из 3 адептов стерто? Кто создал эту вещь? Кто сломал ее? Кто стер портрет адепта? Да, кажется, Сарая уже побывала в Лиуэ. Я могу написать ей письмо по этому вопросу. Думаю, ее тоже заинтересует эта вещь. Что дали? 40 примагемов дали. И все? Собака? 100 тысяч мор и опыт приключений. Ладно. Ты дробогатый. 5 миллионов у меня там вроде. Как посмотреть? Где деньги? Да, у меня 5 миллионов моры. Так, ладно. Чё, может, у меня еще что-то интересное есть? Место пусто говорит. Как Мила Тенра ошибается при чтении и смеется с закрытыми глазами. Как? Что я ошибся? Скажи, что не так. Арина говорит. 21 час 24 минуты из частушки поиграю и потом легаю спать завтра в школу. Давай. Идти придется. Эско Беро говорит, да я прокачал 3 перса. И то 1 не докачал. 1 из... наконец-то могу писать. Я рад. Так, 1 из 6 легендарных даров, разбросанных по разлому. Вот то, что мы нашли. Он был спрятан в жилище шахтера. Не присматриваясь, его легко принять за простой шахтерский шлем. Он сплошь покрыт царапинами. Видимо, шлем этот уберег голову не одному шахтеру. Окей. Антони, аригато. Ну что, на самом деле мы можем слить смолу. Быстренько.
Эскоберо говорит, за 20 миллионов моры 2 перса и 1 недокачанный перс. Вкусно. Наталья Дубовицкая говорит, поговори с рассказчиком в кафе со столиками, рядом с телепортом. О, нет, я сейчас не буду Анна Мика говорит, брать. сливай ня. Вы меня не проведете. Так, давайте сделаем так. Вот это где? Понедельник, четверг, воскресенье. Сегодня кто? Сегодня вторник. Ладно. Чакмейт говорит, Тенра Кики, а ты письмо парнишке отдавал в Индадзуме? Это письмо от матери. Что-то такое. Нет. Так, таланты. Вот эту штуку нам нужно. Че, пойдем? Пойдемте сюда. Я же... Что? Анна Мика говорит. Совместный режим. Вот, могу. Правильно? Сакунас говорит. Я хочу Кинича и его сигну. Все окей. Рома Курмисов говорит. Го. Так, давайте. Открываю все свои дырочки. Не туда, не те дырочки. Ой, подождите, у меня крутка. Давайте сейчас вместе крутку Арина сделаем. говорит. А мы с тобой сколько увидимся на стриме? Сайху говорит. В смысле? Свободный вход. Заходите. Наталья Дубовицкая говорит. Туда только в соло сможешь. Или в чужом мире. Почему? Подождите. Даньяр Шеймарданов говорит. Давай выбивать копию Шелонян. Так, таланты. Ты. Анна Мика говорит. Потому что по квесту не открыт. Оно? Да, блин. Сайху говорит. Извините, тогда, прошу прощения. Давайте я сейчас кого-нибудь войду тогда. Давайте крутану, Наталья пока вы здесь. Дубовицкая говорит. Он у тебя еще по сюжету не открыт. О, Бейдо, пожалуйста, Бейдо. За что, Фарузан? Да у меня уже C3 или сколько ты у меня? Отстань, пожалуйста, уже. Серьезно. Ой, подожди, можем еще. Молитва. Магазин. Можно мне, пожалуйста, очень прошу. Одну штучку, одну Бейдо, я же немного прошу. Она не 5-звездочная, обычная. Кстати, Наталья, мы выбили эшелонин. Чакмейт говорит, Ника, точка ушла и пришла, Фарузан. О, все, я ухожу. Спасибо, извините, пожалуйста. Анна Мика говорит, я ушла и стою возле данжа. Какая ты хитренькая, Мика. Не? Мика такая хитренькая, я не могу вообще. Ладно. Анна Мика говорит. Хе-хе-ня. Заходите в Мику. По-любому же вы у нее в друзьях уже есть. Я могу показать ее ID. Даньяр Шеймарданов говорит. Когда эпик выбить сложнее, чем легу. Да не говори. Наталья Дубовицкая говорит. Тут уже все даже занято. Не знаю, поздравить или нет, так то она классная. Эскобро говорит. Меня нет. Я не обрадовался. Покемон говорит. Чё вы все някаете? В смысле? А ты что, не някаешь? Ну-ка някай. Алло. Нежняшки. Нет рекомендуемой, да, стихии? Сакунас говорит, вы играете с подписчиками? Да, вот. Обычно они ко мне в мир заходят, но вот эти данжики у меня закрыты, поэтому я иду к ним. Покемон говорит, ну ничего себе заява. Конечно, давай. Эскобро говорит, вкусныня. Вкусныня. Так. О, какой он красивый. Мы вроде... мы же его убивали уже, да? Нет. Покемон говорит, я в шоке с вас. Почему? Ты что, не някаешь? Прекрати. Не говори такие вещи. Ты еще скажи, что ты котиков не любишь. Арина говорит, хаппи. Хаппи. Хочешь сражаться, теперь будешь покоиться с миром. Говорит пес. Анна Мика говорит, я. Эф, почему? Мика, ты что? Желтошек говорит, ня. Час клубили, как я вижу, вообще невозможно. А ты любишь суп с фрикадельками, любишь? Нет. Злащ.
Покемон говорит. Ну ты тут не гони котиков, то я люблю. Анна Мика я все говорит. переработал. Крепитесь, ахах. Ладно. Анна Мика говорит. Не сберегли мамку. Эска Котики это, конечно, хорошо, но ты же должен с ними разговаривать. бьете? Ты должен не говорить. Что, бонус электроурона. Защита. Так, я не помню, а какой кусок нам нужен был. Ладно, пойдемте. Даниарший Марданов говорит. Тенра — этот босс для каждого героя из Натлана. Говорит разные фразы. О, прикольно. Покемон мы говорит. что там вообще выбиваем? Я Таланты? чутозуб, НЕ. Сломала, слезы рекой. Зачем? Арина Как? говорит. Почему? А я вот утром эту. встаю, у меня целый день попугай орал успокоиться. Исцелевшее чешуйчатое перо. Че, идем еще? Идем. Погнали. Эско Буро говорит. Погнали. Мика, я думал, ты сильнее прокачана. Ну вот, теперь Мику булить буду. Мика, запускай, погнали, давай. Анна Мика говорит. Он одноразовый. Как это одноразовый? Запускай, мне надо больше. Анна Мика говорит. Еженедельный. Ё-моё, ну давайте тогда еще еженедельно пощупаем. Наталья Дубовицкая говорит. Давайте тогда... Еще нельзя, на след недели только. Это очень плохо. Так, сейчас у меня здесь Епли говорит. фазан. Еженеделанный. Да, еженеделадный. С2. Так. Чё тогда? Кто у нас? Анна Мика Нахида. говорит. Кого тебе надобно, старче? Нахида. Епли говорит, что с озвучкой ахах. Шо. Вторник. Арина говорит. Будем я качать? сейчас в игру зайду. Заходи. Смотрите, Нахиду я по-любому буду качать. Поэтому как будто бы... нам надо ее Эска Бро возвысить. говорит. С 2 фара, ну ее качать не особо нужно. Пойдемте вот сюда. Анна Мика говорит. Разочек. Кого хочешь, пошли. Наталья Дубовицкая говорит. Все страдаем от этого дракона, многим персам нужен, а фармится раз в неделю. Капец. Давайте... Нет, я не буду брать Нахиду. Берите... вон Мика взяла уже, все нормально. Анна Мика говорит. Возьмите огонь. Окей. Кто-то. Хорошо, я возьму. Арина говорит. Игра грузится. Так. Арина, а ты к нам хочешь? У нас же мест нету. Имей в виду. Погнали? Уф, какая. Блин, она такая классная. Покемон говорит. Вывели меня. Ня. Ой, молодец какая. Одобряю. Эско Бро говорит. Если качаешь Нахиду, то нужно и купить мне пару качать. Так у меня Арина говорит, коровка. покажи умный номер. Я не могу, у нас же 4 человека уже занято все. Ты же видишь, что занято все. Это было быстро. Так, забираем. Получили то, что хотели. Все, ладно. Так, что нам еще нужно на Нахиду? Мы можем сейчас ее до 90 вкачнуть быстренько. Вот эти штуки нужны. Их мы создаем, это все Покемон фигня. говорит. Ну чего вы меня смущаете? Вы блин. Арина говорит, вообще-то Молодец. она не моих в друзьях, вообще-то. Ну, вообще-то добавь тогда. Ну, ты хочешь, в принципе, UAD Мики? Давайте UAD Мики всем спалю, сейчас все зайдете, и все, беда будет у нее. Так, я вот прям в чатик напишу сейчас. 71789972. Это Мика. Звоните ей, говорите, Мика, привет. Тенра говорит. 717 Тихо, тихо, миллионов тихо. 789 тысяч 972. Покемон говорит, я смущаюсь. Все нормально, мы же някаем, значит тебе тоже нужно. Анна Мика Если говорит, 31-летний дядька прощай, моя някает, значит тебе конфиденциальность, точно нужно. ахаха. Все. Мика, ты что думала, все так просто? Что никто в тебя не войдет? Нет, полчатика в тебе побудет. Арина говорит, я набрала ее номер. Звони. Скажи, Мика, мать, привет.
Привет, Мика мать. Эскобро говорит, я за то, что Куки будет хорошим саппортом в бутоны, но пока не буду этим грузить тебе голову. Нет, я знаю, я же уже делал такой говорит, отряд, он очень вы хороший. это другое. Как-то? В смысле? Так не работает. Все имеют право на ня. Если ты не имеешь права на ня, значит ты не свободный говорит, человек. Это что за двоение в глазах? Какое? Арина говорит, она приняла моих, в друзьях стало уже 100 человек. Серьезно? Быстро ты набрала. У меня тоже было, но их всех подали нафиг. Нам туда. Как вот эти цветочки прям ненавижу Эскобро собирать. говорит, а зачем ты бегаешь? Анна Мика говорит. В смысле? У меня не 100, а 31. Ня. Не. Вот. Интересно, она достанет отсюда? Эскобро говорит. Нахида же собирает все цветы, что отметит. Я знаю. Анна Просто Мика она говорит, не собирает. Там неудобно. Танака говорит. Привет. Привет. Эскобро говорит. Или там 5 цветков? Там 5. Эскобро Нет, говорит. 5. Не помню. Они в разнобой были, они на склоне, ты их так не достанешь. Я у Мики буду воровать, пока она не видит. Хе-хе-хе-хе. Мика ничего не узнает. Мы ей ничего не расскажем. Эй, алло! Слышь, засранец. Ника, меня обворовали. Говорит, тебе мона равно З. Спасибочки. Тихо. Арина говорит, я не могу вверх подняться. 21 час Панцу 44 минуты больше, чем 22 часа. У нас сейчас телефон разблокируется, вам удачи. И пока я с тобой, потом увидимся. Арина Уходи. говорит, я с тобой буду скучать. Давай, пока-пока. Дурацкие цветуёчки. Так, куда еще? Там их 60 надо было. Я не знаю, а в одном мире, скорее всего, не будет 60, говорит, наяньям, наянья, джую наянья, ду на нерабидей. Няку-няку и нинику наяньехин. Наяньядей, нянный мы нику не раби. Не, она не вылезет Наяганья, такое. гейм. Эскобро говорит. Хочешь, ко мне зайдешь, если не хватит? Да, я сейчас позахожу. Я думаю, наверное, на миры их там штук 30 будет, а мне нужно 60. Очень опасно. Наталья Дубовицкая говорит. Ничего, у нас с мирами проблем нет. Здесь вообще проблем никаких нет. Войдем в кого-нибудь, посидим, пособираем, все будет нормально. Покемон говорит, вижу, ладно, вижу. вот вам еще одно ня-ня. Ай, ты молодец. Ты видишь, у тебя в чате ушки появились? Ты рада, что у тебя ушки есть? Она же 5 собирает, окей. Сейчас еще. И заодно вот эти цветочки заберем. Уйди, брось. Так. Теперь куда? Ой, как далеко. О, рядом с разломом, кстати. Вот место вообще я уже могу открыть, по идее. Наталья Дубовицкая говорит. Блин, на мяв у меня ничего нет. На мяу есть. На мур, мяу, мау тоже есть. Там лапка будет. Анна Мика говорит мау. Да. Эскобро говорит, значит 5 у меня еще не подводит память. Покемон говорит, Тенра, не смущай. Жужу. Эскобро говорит, ня. Эскобро говорит, мур. Ня, мур. А мур нет. Мау, мяу, бу. Чекмейт бан. говорит, кусь. Кусь, кстати, да. Ну, видишь, куська делает. Я потом что-нибудь еще сделаю. Прикольное. Можете, кстати, советовать. Анна Мика говорит, бу. Эскобро говорит, бу. Покемон говорит, как много котов в чате получилось. Так у нас все котики. Епли говорит, все, что не котики, мы всех забаним. Даниарший Марданов говорит,
Я там базу нанянякал из Бакимоногари / Да, история я знаю. кошки. Я видел аниме, Епли я говорит, вспомнил. F. Правда, я же говорю, она не вывезет, так сказать. СК Бро говорит. Синхронизация с Микой вышла ня. Вышло не. Почему Япи возмущается? Кто скажет? Ай, тихо. Да зачем ты это сделал? Ну прекрати. А, это же не мое. Так, что мы здесь видим? Может быть, вот здесь где-нибудь есть? Так неудобно вот здесь вот это место. Я-то. Вот вижу, да. Епли говорит, я не возмущаюсь, я перечисляю еще команды с анимациями в чате, которые не назвали. Оло. Я думал, ты Оло, типа, на меня возмутился, типа, Оло. Что произошло? Ай! Бежим, там бежают. Оло будет конкретное слово. Делать из него. Оло! И бан есть. Тут так красиво. И тут так все под нахиду сделано, на самом деле. Она прям сливается с местностью. Классно. Что за котик там? Что это такое? Вот над головой СК прям. Бро говорит. А, это палка. Банкай смеется до слез. Какой банкай? Покемон говорит. Тенру булят. Чакмейт Всегда. говорит. Это ее район. Ага. В смысле, прям ее? А, ну да, мне же там заспойлерили, что она адепт. Я так понимаю, все, этот район она держит. Эскобро говорит. Камишина но Ками. Хрум. Забрали. Вот сюда. Сбор ресурсов. Чакмейт говорит, ой, ты же еще не был в Сумеру. Нет, не был. Эскобро говорит. Ну, кто в своем смотрел мире. Блич, поймет, что это за банкай. Конечно, но Ками. Ну что, что-то про богов? Ну, я не смотрел. Ну, я Банкай смотрел. Ой, Банкай. Блич смотрел, но не... немного. Где-то серии... Даньярший Марданов 20-30. говорит. Камишина, но Яри. Эскобро говорит. Это 13 километров. Даньярший Марданов говорит. Убийца богов. Анна Мика говорит. Нет, не убийца. Точно. Гока мне ня. Камиша, но это не убийца. Скорее всего, это либо наши неправильно перевели, либо ты неправильно запомнил. Мика, сейчас. Там вон есть вкусняшка, сейчас я заберу. Пацаны, не надо. Давайте договоримся. Эскобро говорит. Ладно, спасибо за уточнение. Извините, что задушнил. Даньярший Марданов говорит. Яри слэш копье, убивающий бога. Я люблю убивающий бога. Может быть. У них и бывают Эскобро обозначения, говорит. которые знают. Я просто же не значат знаю какой-то. японский. Я тоже так слабенько знаю. Но у них бывают слова, которые означают что-то Эскобро смешанное. говорит. Я на слух ориентируюсь. Покемон говорит. Тенра, я вас люблю, вы слишком мили. Наталья Спасибо. Дубовицкая говорит. С этих грибочков материалы для нахиды. С грибой? А, блин. Ладно. Так. Так, Мика куда? Где Мика? Это что, топовое место? Топовое... Блин, мне надо какие-нибудь такие вещи. Жалко, нельзя сделать миллион грядок и Мика просто говорит, на них выращивать вообще Мир все. лысеет на глазах, ахахах. Когда к тебе лысый из Геншина заходит, такое может произойти. Тихо. Красиво, очень красивая локация. Вот бы когда-нибудь мне добраться до сюда.
Было бы так классно. Эскобро говорит, главное, чтобы не лысый с кое-чего другого. Чакмейт говорит, я бы сейчас тоже бы пробежался по траве босыми ногами или по песку. Но, увы, отпуск откладывается. О, я в отпуске уже 9 лет не был, поэтому не говори мне про это. Епли говорит, тебе квест Данслейфа остался, и потому уже все Сумеру. Ой, ничего себе. Мы что, классные? Мы уже скоро в Сумеру пойдем. Сумеру это пустыня, да? Это там, где Дехи. Ну, из моих персонажей. Такс. Епли говорит, уже. Шо? Уже? Что уже? Я что-то сказал, и, видать, это... Эскобро говорит, да это там, где это Дехи. Такое? Место пусто говорит, это Сумеру. Покемон говорит, я уже давно в Фонтейне, а ты еще до Сумерки не добрался. Да. Наталья Дубовицкая говорит, по основному сюжету, один Так квест классно. в разломе, и сюда, если Инадзуму Я не будешь видел какое-то доделывать... аниме. Анна Мика говорит, о, капусту Буду нашел. доделывать. Даньяр Шаймарданов говорит, Сумеру это тропики и пустыня. По сути, Индия, Египет, Ливия, Персия и так далее. Наталья Дубовицкая говорит, Сумеру это тут джунгли и пустыня. Чакмейт говорит, это домик Араранов. Так, не спойлерите. Епли говорит, не знал, что в коопе могут по-разному локи отображаться. А что не так отображается? Ой, дырочка. Это бездна? Это что это? Чакмейт говорит, молчу. Что такое? Епли говорит, а потом узнаешь пока спойлеры. А, все окей. Даньяр Шаймарданов говорит, это дырка до петуха. Так, тихо, все. Покемон говорит, это мелодия. Приятная очень. Реально, это какой-то, знаете, попали в мир, как будто Наталья для каких-то лилипутов. Вот эти все это растения. тэпэ к боссу. Они вроде, ну, они должны быть маленькими, но они огромными, и чувствуешь себя каким-то малышом. Ну, вот как Лолька Нахида. Ты чувствуешь себя маленьким, и как будто ты какой-то полурослик в большом мире. Это так себя картышки чувствует? У кого какой рост? Анна Мика говорит, малышарик. Малышарик. Бегим. Так, Мика. Ага, видимо, туда пришел, да? Да. Эскобро говорит, знаешь, мелодия такая классная, а задание хуже ада. Эскобро говорит. Лилел говорит, ты дружишь с Пончиком? Ну, да, мы знакомы. А где еще? Ай, блин, как же я ненавижу то, что он на склонах растет. Ну как это пережить? Пожалуйста. Ага. Угу. Ладно, пойду своим пешком. Хьянзай. Хьяла говорит. Карчи говорит. Карчи говорит, ты уже в сумерках. Не, это я в чужом мире. Эскобро Ресурсы говорит, собираю. эти аранары это по писец. катушке. Я не могу ничего сделать. Блин. Подождите, во. Сейчас остановится. Чакмейт говорит, на жопе. Нахида малявка катается в свое удовольствие. Так, тиже. Почему не работает? А почему не работает? Украли. А все. Налоги не заплатил, и все. Не ругайся. Ладно. Анна Мика говорит, ты просто слишком близко к ней. Я думал, наоборот, далеко. Ну ладно уже. Давай, побуль меня. Бедолага.
Наталья Дубовицкая говорит, там грибок, прыгательный, рядом. А, вон есть, да. Место пусто говорит, цветочки на СК В. Я, походу, сейчас еще раз Ебли качусь. говорит, Сейчас у тебя есть тоже Шелонин. Я знаю. Эскобро говорит, И Мика, меня ты проходила знаю. эти хоронар? Анна Мика говорит, Шака Р Я Б. Шака Р Я Б. Нахитка ползет своими маленькими лапками. Мелотоня. Покемон говорит, Держись, не будьте держись. бедного тенду. Анна Мика говорит, да, у меня все закрыто. Даньяр Шеймарданов говорит, сейчас упадешь. Даньяр Шеймарданов говорит, еду кушай. Епли говорит, Ф. Анна Мика говорит, ахаха, чито на горках катается. Даньяр Шеймарданов говорит, нельзя. вот же озвучка опоздал. Смотрите. Место пусто говорит. Цветочки на АСМР. скале восстанавливают выносливость. Что ты хрюкаешь? Ща. Кажется, ты же кот. Алёх. Анзаев ще говорит. Ты на каком моменте в сюжете остановился? Мы только что Эскобро прошли говорит, и квест в правда? разломе. F. Куда ты прыгнула? Ты что, я ж Епли вперед не говорит, нажимал. И сделай ТП обратно наверх, и N5 и мучайся. Почему она не хочет? Анна Мика Подождите. говорит. Кысычу Она вкусный мур. спрыгивает. Она не Эн прыгает. я. Я не жму вперед. Ого. Нет, я доберусь так. Я еще вот эту золотую штуку заберу. А, ее нельзя забрать. Один цветочек забулил просто всю жизнь. А еще вы смотрите так в долг, что капец. А еще через 5,5 часов мне уже вставать на работу, а я все еще сижу играю. Анна Всё Мика говорит. нормально. Шел 3-й час, Тенра ползет за цветуёчком Пхаха. Мгм. Кирару говорит. Она стамину восполняет. Даньяр Я Шеймарданов знаю. говорит. Эти золотые А. штуки выносливость восстанавливают. Вот оно Место как. пусто говорит. Это Я думал, ты выносливость про была. еду. Все, окей. Кирару говорит канбанва. Канбава. Покемон говорит бедни Тенри. Иди спать. Сейчас. Еще 5 минут. Так, куда? А все. Ну все, мы использовали Мику на полную. Давайте посмотрим, что там. Возвысить. О! Просто идеально. 60 цветов в одном Анна мире. Мика говорит. Теперь мы знаем. Не все. Эскобро говорит. да. Можно создать Тендра 11. нужно идти спать. Кирару Плесенки. говорит, ну мам, еще 5 Ну, минут. мам, еще 5 минут. Покемон говорит, какой 5 минут? Бегом спать. Ну, мам. Анна Мика говорит, еще есть. Анна Мика говорит, Пошлите. все. Все. 60 цветов в одном мире, теперь мы знаем. Наталья Дубовицкая говорит, еще 5 минут, потом еще 5, и потом на работу. Да, это так примерно и Епли работает. говорит, на 1 больше стащил. Мика, теперь с Нет, тебя у меня, проценты в у защиту. меня один был, Место был. пусто это мой. говорит, вот не надо было грибы пропускать. Вот Даньяр не надо было, Шеймарданов да. говорит, можно у другого зайти. Эскобро Я уже говорит, все есть. теперь мы знаем. У нас же лут у всех раздельный, да? Скажите правду, вы же не будете воровать мои эти штучки? Так, где он? Место пусто говорит, не бейте Электро. Даньяр Шеймарданов говорит, Почему? сейчас Кларинда заруинит. Анна Мика говорит, если что, больше чем 60 цветов в мире. Мы Эскобро типа не всё говорит, нашли? теперь мы знаем, что Тенра, Наталья Дубовицкая говорит, раздельный. Можно я переключу, пожалуйста, на Чивори, потому что на хиды Даньяр прям Шеймарданов категорически говорит, неудобно. там нельзя бить Электро и Пира, там рез меняется на другой. Место пусто говорит, лут меняется. Окей. Все, не беди, ничего. О, а где ты? Давай, давай. Пацаны, собирайтесь в круг. Наталья Дубовицкая говорит, лут меняется, если Электро или Пира бить. А меняется в смысле, он типа для определенных персонажей, допустим, нужно собрать другой лут, и ты специально бьешь электро, чтобы собрать другой лут, или это просто какой-то косячный лут будет? Бесполезный.
Ой, игра, не висни, пожалуйста. Место пусто, говорит. На оружие. Пусти. А, ну все-таки полезно, окей. Это главное. Главное, что он не станет бесполезным. Ладно. Нам туда. А вот здесь бы коровка пригодилась. Наталья Дубовицкая говорит, будет лут для оружия. Хотя тут, в принципе, нормально передвигаться. Эскобро говорит, тут весь лут с мобов не бесполезный. Окей. Пацаны. Я могу в соло наносить демаг 100-му уровню? Серьезно? В чужом мире? Когда такое было? Это знак, что я вырос. Эскобро говорит, что тогда за него качаться будет. Так, вот сюда. Блин, надо было попробовать в дырочку попасть. Пацаны, привет, я к вам. Покемон говорит, дурацкий тикток, я его скоро удалю, и вы не увидите меня. Я же говорю, перейди на Twitch, если у тебя ютубчик не работает. Там качество хорошее. На ютубчике записи есть. Так, все собрал. Давайте посмотрим. На Хида. Возвысить. 14 могу создать, 2 есть. Не то чтобы вот именно так, как хотелось бы, конечно, быстро, но потихоньку набирается. Туда. О, они светятся, прикольно. Я так люблю светящие цветы, это так красиво. Что произошло? Наталья Дубовицкая говорит, а в магазине скупал уже. А оно есть в магазине? Магазин. Магазин. А что нам надо? Пыль вот эта. Вот это она? Опять меня забулили. В прошлый раз уже такое было. Надо, кстати, это взять на вооружение, чтобы не булить иногда. Пыль кристаллов. Я так понимаю, она крафтится из более простых штук. Мы сейчас их все скупим. Пыль кристаллов. Пыль кристаллов. Анна Мика говорит, магаз тоже Да. скоро обновится. Вот это надо все скупить. Наталья Дубовицкая говорит, она, Вот да? это все купить. Смотрим теперь, сколько мы можем создать. Все понятно. Все. Поехали в Манштадт. Манштадт. Сюда, сюда и сюда. Блин, стримчик затянулся. Но зато, блин, я этот стрим вообще экстренно запустил, потому что нужно было сделать, ну, пройти разлом. Потому что я не мог заходить и собирать награды, там, все вот это делать. Так, на Хида. Вот такую штуку хочу. Окей, это перекрафт. Вот такую штуку хочу. 26, давай. Так, и 6 зеленых. Не могу. Даньярши Марданов говорит, значит, мы делаем, я начал в можем, Зиод да? играть, очень драйвовая игра. Пробовал Вуву, не понравился вообще. В кого? А, в ЗЗ. Мне ЗЗ не понравилось. Место пусто говорит, мелкий слей. Сначала?
Ну это долго. Даньяр Шамарданов говорит: в общем, если кто устал от Геншина, попробуйте ZSLZ. Так, раз, два, три, четыре. Наталья Дубовицкая говорит: я их только пощупала, времени нет еще на игры. Ой, со временем вообще беда. Ой. Место пусто, говорит. Так, 4, Вон же зеленые. Все. Так. Теперь мы делаем перекрафт. Зелененькие. Не понял. Покемон говорит: Тенра, а у вас есть жена? Улыбка. Нет. Жены нет. Что-то я не понял. Возвысить? Ну да, у меня 2. Можно создать 2, написано. А почему я не могу перекрафтить? Это же не зеленый, бирюзовый. Зеленый вот. Его можно только из красного делать? Можно же было любой в любой крафтить, алло. Игра меня булит или что? Анна Мика говорит: рецепт поменяй. Место пусто, говорит: тормозишь. Епли говорит: справа нажми кнопку. Анна Мика говорит: на бумаге тыкни. Даньяр Шеймарданов говорит: на листок нажми. Ладно. Так, у меня сейчас 3, мне нужно вот так вот сейчас просто сделать, вот эти 3. Наталья Дубовицкая говорит: где бумажка, нужно поменять. Все, я понял, как работает. Аба-баба. Все. Место пусто, говорит: зеленые же есть мелкие. Все. Да ладно. Так, ламба-ба-ба-ба-бам, Нахида. Все, 90 левел Нахида. Сюда. Чувствуете? Здрасте. Хорошо же. Чекмейт говорит: Тенра, если можно, то поиграй в Алису в стране кошмаров. Пока не могу. Анна Мика говорит: ГЦ. Так, мы яешку качаем или ульту? Давайте сходим на боссов еще пару раз. Нам нужно понять, да, что нам нужно. Привет. Покемон говорит: Тенра, иди спать. Да, сейчас. Динусайка говорит: ульту. Место пусто, говорит: ешекау. Так, ешку или ульту, алло. Так, совет. Анна Мика говорит: в первую очередь смола есть для боссов. Лучше в данжике. Нет, Наталья мне нужно говорит: БПшку. Нахида росла и не выросла. Как это не выросла? Выросла же. Так, совет. В первую очередь ешку, поехали. Кто у нас? Кого мы еще качаем? Сетлали нам нужно. Оружие. Чекмейт говорит: ешка. Вот эта штучка где находится? Это босс? Это еженедельный босс? Скажите правду. Пойдемте посмотрим. Если это босс, давайте убьем его. Похож как босс, давайте убьем его. Покемон говорит: господи, я чувствую себя какой-то пикми. Динусайка говорит: босс. Все, поехали. Это босс? Она такая красивая. Наталья Дубовицкая говорит: обычный босс. Обычный? Давайте мы его убьем. Она такая классная. А где все? Блин, я бы за... Бьется больно. Я бы за такого персонажа на самом деле поиграл, если бы можно было бы. Она такая полуфатуй, полуфея. Фея фатуй. Где? Нам надо найти настоящую. Динусайка говорит:
Динусайка так. Походу мой дамаг не проходит, потому что у меня нужно пира бить, скорее всего. Я думаю так. Та-та-та-та-та. Да, мой дамаг вообще плевать. Я ничем не могу помочь, я мебель. Место Я могу пусто здесь костер говорит, разжечь. нужно ночным духом бить. А, ну такого у меня вообще нет. У нас тут ночным духом, наверное, только Нахида может. А, нет, Фурина же тоже нет. Динусайка говорит, так уж лучше напишу. Кого, где? Чакмейт говорит, Фурина и Вариса. Место пусто говорит, нет никого. Ли говорит, так. Цетень, чего не спим. Сейчас уже уходим. Наталья Дубовицкая говорит, Вареса. Светлане, Сатана говорит, возвысить. тут надо иктомизавра. Ага. Покупать звездную пыль. Давайте клыков накупим. Чакмейт говорит, ой, бабушка Силали. О, короче, все, ладно, давайте не будем париться, мы просто Ли убьем говорит, боссов, которых мы быстро знаем. спать. Подожди, а я могу же в твоем мире боссов убивать? Наталья Дубовицкая говорит, у Фурины нет духа. Место пусто как говорит, обычно, ночной пойдемте дух только у натлановцев. пообижаем его. Анна Мика говорит, Я же не знаю, да. кто он. Поехали. Даньярши Пообижаем Марданов говорит, Чайлда. 1 мая сможешь купить. Потом Покемон Хорошо. говорит, Тенра, Завтра а если у людей 17 лет разница, они могут быть вместе. Ну, в теории. Ну, главное, чтобы там кодекс этому не мешал уголовный. И чё? А, я готов, извините. Жду, пока не приготовится. Я готов. Алло. Хо-хо. Поехали. Шансы, да. Чайл, прости, пожалуйста. Тебя все Даньярши будет. Марданов говорит, я говорил про магазин, который обновится 1 числа. Я понял. Бедолага. Баба. Ну все, F тебе. Куда? Надо. Чакмейт говорит, бедный Чальд. Надо или не надо? Подожди, неделя же только началась, у меня еще есть время, да? Что я Джилтошек погорячился. говорит, Простите, Тарталья пожалуйста. говорит, буду хорошо с тобой обращаться, а вы стираете его в пыль за 5 секунд. Ну, А Намика сам говорит, виноват. не надо. Да, я тоже Даньярши думаю Марданов так. говорит, Время дед еще затыкал есть. Аякса палкой. Ага. Мне бы еще на одну круточку, это было бы так мило со стороны игры. 100, нужно 160. Но я нигде сейчас столько не возьму. Правильно. Жаль. Наталья Дубовицкая 26 мы говорит, не найдем. можно не собирать, если для БП. Почему? А, ну да, я понимаю. А, он засчитал, типа, секунду. Но в любом случае, у меня еще время есть. Сколько? 5 дней? Подожди, 5 дней? 5 дней. Здесь 10 боссов, смола, испытания. Анна Мика говорит, Артерия, блюда. Да-да. Ладно, я это уже не Засчитал? стрима сделаю, потом завтра. Превьюшки у нас есть, все есть, поэтому... место пусто говорит, сики, но камина нахиду. Ну что, дамы и господа, давайте прощаться. Как всегда, всем большое спасибо за лайки, подарки и подписки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Стрим был внезапный. Мы закончили квест разлома, а у нас остался один с... как его зовут? Забыл.
Ну, вы поняли. Один квест с этим чуваком в разломе, и можно будет идти уже в следующую локацию, в которой мы не были. Но, я думаю, мы еще какие-то квесты пройдем не сильно болезненные в Инадзуме, обычные. Не Чайлд забыл. Господи, да как же его зовут-то? Dying Slave, да, спасибо. Вот. Но на этом стримчик заканчивается. Пойду посплю свои 5 часов и пойду на работу. И вам завтра всего хорошего дня, хорошей учебы, работы и отдыха. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Да, пока не. Все, ухожу. Пока-пока. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное пока-пока.